Всем привет. Начинаем стрим. День 10. Что мы останавливались? Там передвижение, коллизии, вот эта вот вся история. Правильно? Правильно. Нет, не тестовый, а первый enemy мастер вот этого. Не мэш мы зададим ему. Здесь этого зададим мы капсуле. Все, капсула это не палм будет, а наш enemy. Вот все остальное у него остается то же самое. И смотрим, что у нас получилось. Подожди. Башенку поставили. И он идет в помойку. Знаете, почему он идет в помойку? Потому что у всего остального он блок идет. Нужно изменить collision. С игнора на блок. Все его блокирует. Если все его будет блокировать, все коллизии, да, ему будут. Да. Допустим, сейчас поставим все на блок. Башенок. Не, на блок это все фигня. Надо на оверлап ставить его. Оверлап ставить accept. А саму коллизию... Оверлап. Хорошо, окей. Он точно так же будет сейчас падать. Ничего не поменяет. Чтобы это поменяло, нужно у ландскейпов. Тут-тру, приветствую. Ну-ка, что я могу делать? Что-то зачастил со стримами. Работа на стоп встал, поэтому зачастил, естественно. Так, это значит, можно закрыть. Хорошо. Чё как анго? Да, хорошо, отлично. Да, как оно? Да, как оно? Так, у ландскейпа он здесь. Нам надо поменять ему, как он реагирует на... Подожди, а где его collision? Угу. Блок all, custom. Да каждый день готовлю, а проектом не занимаюсь. Enemy на блок Бассейн ставим. наполняю. О, каждый день готовлю, а проектом не занимаюсь. О. Короче, у тебя проект встал, получается, да? Это печально. Грусть, печаль, тоска. Так, мы ставим башенку. И башенка начинает стрелять вот в этого. Вот, все, полетели. Ну, понятно, она дальше стреляет в этого, потому что мы не написали выход из этого, чтобы он выходил. И мы не написали вход, естественно. Точнее, вход Да мы он не написали, то, чтобы выход шел не написали. даже. Я им занимаюсь 2-3 раза в неделю. Ну, понемножку. Главное, чтобы двигалось. Если, если двигается, то все окей. И то, если повезет. Главное, чтобы движение было. Самое главное. Player Camp, Enemy. Ой, это работает. Привет, продуктивный стрима. Привет, спасибо. Спасибо. Я тут думаю, что ПБ не писать системы, а просто навалить по-быстрому чисто ради демки. Ради демки. Тоже можно так. С днем установки SSD. Я тоже за него молодец. Каждый день что-то интересное, новое. Так, значит, 1000 мы где-то до 1200 увеличим все это дело. Initial speed. А хоминг вот этот, он, по-моему, же больше должен быть, да? Чем больше, тем сильнее он привязывается к цели. А ну-ка. Здесь ничего не понял. Во-первых, я не понял, почему тот не видит. Наверное, потому что мы раньше времени его установили.
Соответственно, надо флаг какой-то делать. Да, флаг надо делать какой-то. Так, ну и плюс он у меня там вылетает спереди где-то вот тут вот. А надо, чтобы он вылетал прямо из центра. И ротейшн давал в сторону, куда надо ему, а потом он начинал лететь. Соответственно, не будет вот этого такого. Так, плюс Initial Lifespan, я не помню, я давал ему Projectile Master Initial Lifespan. Initial Lifespan, да, я давал 12 секунд, ему как раз хватит. Что касается этого, я, может быть, здесь задам ему, как эта штука на Homing Acceleration Magnitude. Homing Acceleration Magnitude. Homing Acceleration Magnitude equal... если 6000... мама, давайте 10 тысяч дадим сразу. Раз, два, три. Вот такую вот фишечку дадим ему. Сразу десяточку. Перезапустим. Смотрим. Чё, как оно там. Смотрим, чё, как. Так, а что я могу здесь делать? Тут новая прога. Тут можно ban, timeout, ignore, highlight users. Значит, highlight users. Delete message, highlight users, ignore ban user, timeout user. Twitch viewer card. А, я понял, что такое. Да, окей. Так, значит, запускаемся. Короче, ну, это самое... Узнал я, да, вот эта вот фигня, что он смайлики рисует. Это из-за вот этой проги, которая команды позволяет выводить. Ну, всякие там вот эти dance, get и прочего. Ее обновили. А хоткеев там вообще я не нашел их. Раньше были. А в новом этом интерфейсе, черт ногу сломит, такой ничего не просто. Вот это тут новомодный. Так, есть. Пиво. Давай. Ему бы еще скорости добавить. Да я не понял, я вот увеличил скорость, да? Но скорость заворота 10 тысяч поставил. А что толку-то? А, ему 6200 все равно. Это 10 тысяч раз, два, три. Он ее не принял. Он ее не принял. Lifespan. Здесь 2500 сделаем. Давай, загружайся. Да, всего лишь нужно, короче, поставить этим, а так нормально все. Стреляет, все хорошо. Так, удаление. Значит, во-первых, разворот, чтобы он по развороту было. По тому, куда оно вообще идет. If through this project I will have a rotation updates each frame to match direct velocity. Подожди, вот это может быть, кстати, и то, что надо. Или это когда мы будем их конкретно спавнить? Чпок, чпок.
Ну, понятно, что нам, да, еще и мы этот уменьшить. Радиус, потому что что-то как-то у таверов большой сильный радиус. Раньше 1000 до 800. Есть такая история. Есть такая история, хорошо. Значит, заход, выход и направление. Где у нас тавер наш? Тавер-мастер. Тавер-мастер, вот он. Где у нас спаун происходит? Бла-бла-бла. Так, чек. Так, чекер. Вот это вот, кстати, очень плохая идея, история. Мы сейчас ее будем переделывать, скорее всего. Потому что у нас таймер-то бесконечно висит. Но когда он пустой, то есть там никого нет, он не должен отрабатывать каждую вот эту секунду. Он должен сразу запуститься, то есть кто-то зашел. А если у нас сработал вот этот триггер, оверлап. Надо сейчас end overlap, кстати, тоже сделать. Find, если есть, то по итератору его удалить оттуда, вырвать его. Чтобы было счастье. Я не помню, как там итератор. Я где-то, по-моему, тут спрашивал ГПТ. Да, вот. Значит. Давайте вырвем вначале из этого. То есть то же самое делаем проверку. Вот эту вот. А зачем нам в это самое? Мы же здесь можем его действительно просто remove сделать, вот этот other actor. И все. То есть он принимает все remove as many item but not on this side. Хорошо, мы это сделали. Потом вот здесь давайте проверим if target targets. Надо 2 сделать этих маленькие такие штучки перед добавлением. Сейчас надо подумать, стоять. То есть он не при инициализации это сделать должен. Вот этот таймер запустить. Блин, а fire rate он получает отсюда, да? Так, а ну-ка. Должен это сделать при оверлапе здесь. Get numeric атрибут. Fire rate атрибут вот этот. Он получает его fire rate и дает его туда, в этот таймер. Таймер, который есть. Потом перед этим всем он должен еще раз проверить его, во-первых, если такой таймер. Это во-первых. То есть если есть такой таймер, то он это сделает. Если нет, то как бы до свидания. Очень легко и просто. Нам достаточно этой проверки будет. If is timer active, timer exists. Мы, наверное, будем... ну да, мы, наверное, будем его чистить. Timer exists, spawn projectile, да, handle вот этот, to return. Мне надо. To return делается, если он есть. Если его нету, то как бы мы его запускаем. А вот здесь мы должны проверить, если тут он пустой. Если он пустой. If get time manager. Ой, подожди, причем здесь time manager? Вот этот вот точка из empty. Из empty он пустой. Если он пустой, то тогда мы должны get world. Get timer manager. Clear timer, да, вот эту вот штучку сделать.
сделать эту штучку должны. Мы просто очищаем его, если что, дальше заново запишем. Вот такая вот штучка, дрючка у нас. Такая вот история. Такая вот история. Ну окей. И что касается именно таймера. Но таймер-то должен сразу отработать. Дело в том, что первый. А этот же отработает спустя время, правильно? Хотя first delay стоит 0. То есть он сразу должен отработать ее. Вот. First delay 0.0. Давай так попробуем. Не помню, как там именно. Все отрабатывает. Это первый момент. Второй момент — это сам спаун. Get world spawn actor. Вот этот вот projectile класс мы передаем get actor location. И мы его выдвинули вперед. Точнее, не вперед, мы его там повыше сделали. Повыше нас интересует. И поэтому мы его по X вперед именно. Мы вот так вот сделаем. Rotation. Может, rotation мы сразу словим ему именно... Может, посчитать rotation все-таки. То есть это наш target. Look to. F mass. Math. Look to. Не look to. Нифига не look to. Look to, по-моему, это в блюпринтах. Там метод есть на look to. А, там же вообще можно математику. Подожди. Find look at rotation. Yuki Smith Mass System Library. Либо же target location минус get safe нормально. Через safe нормально. И через rotation. Вот это мне больше нравится. То есть мы можем его посчитать через этот. Взять target location и start location. Короче, что мы делаем? У нас есть таргет вот этот. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мы вырвали его отсюда. Вот он наш таргет. Мы его проверили. Чего мы делаем такую вещь, как таргет. Target, get actor location. Вот он мне сразу подсказывает, какой красавчик. Get safe нормально, только get safe нормально. И это все ротатион. И все вот это вот ротатион. Вот. Вот история. Rotator. Rotation. Rotation equal вот так вот. И сюда rotation придадим. Вот. Ну, нет смысла просто из Kismet Mass Library вот это получать, так как он сделает там то же самое. Нам еще его подключать надо, вызывать шаг дополнительный. Зачем, если мы можем сразу... Вот что-то всегда забывают эту фигню, то что типа таргет минус конечная минус начальная, сейф нормальный, ротатион. Вот все получили, сделали. Жизнь прекрасна. Так есть, то есть сделали добавление, сделали убавление, и жизнь хороша.
Единственное, что я вот здесь... ну здесь remove, неважно, да, он поэтому же проверяет. Так, смотрим, что получилось. Сейчас флаг поставим. Ну, то, что можно ли вообще что-то делать. Оп. 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 И во второго начал стрелять. Оп. И вот он по очереди стреляет. И сейчас должен начать стрелять в этого. Не успел. Он не начнет стрелять в этого, потому что у него эти еще в списке. Потому что вот этот в конец-то заходит в списка. Точно, точно. Ну, надо сделать больше заворот. Короче, 1020. 1020 сразу шлепнуть. И вот здесь. Так, сфера компонент. Нужно, кстати, добавить сфер компоненту, добавить ему. Фламинг магнитуде. Сразу 20 тысяч. Сходу. Ой, загружайся. Ну да, вот она. Сразу прям чпок-чпок. Чпок-чпок. Хорошо, есть. Есть такая история. Закроем сейчас магнитуд, поставим там 20 тысяч. Здесь, чтобы новые, если что, у нас сразу делались. Есть такая история. Так. Привет. А ты работал кодером в команде полноценной? Привет. Прям полноценный там, где есть этот самый, нет. Ну, там, условно... Ну, несколько людей, короче, ходят. Нет. В команде, где я один кодер работал, уже есть опыт. А что такое? Так. Где... Окей. Так. Пускай, бла-бла-бла. Оверлапы. Где у нас спаунер? Вот он, спаун enemies. Давай раз в 3 секунды. 2 секунды. Этот, вот здесь тоже нулевые поставим. 0.0. Даже, может, каждые 4. Не, ладно, каждые 3. Потому что каждые 2, ну, как-то сильно много их там. Есть контакт. Все, они ходят. Теперь я хочу создать для Projectile Master компоненту, которая будет как бы триггериться на попадание. Подпишемся на делегат при создании, все дела. Чтобы на Begin Play он подписывался. И чё? И все. Она будет доходить до цели. И дальше нам нужно у enemy делать метод принятия урона. Вопрос, как именно там, потому что это дурацкий guess. Он будем сейчас с ним играться. С этим guess. Movement, scene компонент. Но это в Ниагару, надо тогда его вставлять. Точнее, Ниагару надо будет вставить в этот. Так, все ручками. You property edit anywhere. Blueprint read only категория Project Master. Projectile Master. Projectile Master. Я Defaults only здесь ставил.
не изменяем этому. Так, use here component. Here component. Вот он уже понимает меня. Есть такая история. Сюда добавим его. Here компонент сюда добавим. Сюда мы его тоже добавим. И мы добавим его еще сюда. Scene компонент. Вот сюда вот. Ты пойдешь именно в here компонент. Есть такая история. Все собрал. Молодец. Ufunction. Ufunction blueprint implement был. Нет, зачем мне это самое? Void begin overlap. Красавчик. Мастер. Ну, естественно, он помогать мне не собирается. А зачем, правильно? Правильно. Мастер, begin overlap. Что не так-то? Не нравится. Ой, что за скобочки там в конце поставили? Что за порнография? Так. Отпустила его. И теперь вопрос. А мы на инициализацию-то будем делать? Или на begin play? Наверное, на begin play мы это сделаем. As authority sphere component begin overlap at dynamic. Опа. А, ну да, кстати, if as authority Combine command begin at dynamic begin overlap. Да, красавчик, все четко. Вот это вот часть has authority. Ну, посмотрим сейчас, как это будет работать. Дальше он должен словить его, короче, словить. Target, да? Root component target. Я думаю, наверное, target нам надо записать и потом сравнить вот этот target. Был ли это этот же target? Он именно до таргета летел. То есть четко в таргет. Просто если мопцы будут разные стоять, ну, допустим, что вот первый зашел один, и сразу же на следующий кадр заходит второй, но они уже все, в array находятся первый и второй. Он бросает в первого, но они идут, там разница в один кадр, они идут вместе. Но второй ближе, допустим, к башне пошел. Он получается, что попадет во второго, а в первого не попадет, получит урон второй, то есть не по нашей логике. А нужно, чтобы он именно по нашей логике делал. Поэтому мы у Projectile Master сейчас запишем property actor, target actor, красавчик, target actor, и вот здесь target actor equal target. Я бы еще здесь проверил, или нет target. Нет target. Если нам target поступил фиговый, то мы тоже его шлепаем. Так, ну и все, мы его записываем, и жизнь прекрасна. Begin overlap. Begin overlap. Пока что я хочу debug message. Debug message ft. Подожди. 2.0 f string
Упал. Упал. И потом я хочу destroy. Destroy сделать. Я хочу сделать destroy. Посмотрим. А можно было, конечно, еще туда вынести этот самый. Сделать еще красивее. Сейчас посмотрим, если не будет работать. Мы сейчас поймем, будем разбираться, почему оно не работает. И поменяем, сделаем покрасивее. И пау. Попал. А стрелять ты будешь? Ну, он теперь не стреляет. Потому что он сам в себя попадает. Мы-то не настроили. Ни радиусы, ничего мы не настроили. Молодец, попал, да. Попал. Попал. Ты вообще попал вообще так попал. Прям как попал. 32. Да, 32, в принципе, нормально. 32, в принципе, нормально. Так, кастом. Нас интересует. Вот это все нас не интересует. Нас интересует только enemy. Чпых. 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 И все. И жизнь прекрасна. Раз, два, раз. А второй раз не успела. Здорово, здорово. Я бы еще отключил тавермастера, этот, чтобы он нам не показывал бокс компонент. Hidden in game. Тавер радиус компонент hidden in game. Если что, включим. Все, поставили 3 башенки. Пиу-пиу-пиу. 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 Пиу-пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу. Подожди, а что, этот сохранился? Эта штука сохранилась. Как ее? Скажите мне, пожалуйста. Ну, вот это... которая агент Радиус делает. Агент Радиус сохранился. Блин, а агент Радиус, кстати, он же-то и влияет на этого, как его, на вот эти вот всякие походилки, похождунки. Вот то-то же, то-то же. Ну окей. Блин, а здесь он здесь будет ставить, так что ли, получается? А ну-ка, у второго где он ставит? Да не, все тоже по центру, все четко попал, пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Вжух, и все работает. Окей. Геймплей, говоришь, да? Момент геймплей. Тавермастер. А этот у всех делает. Случайно он не тоже ли должен быть? As authority. Authority. Разве не вот так должно быть? Так, есть такая история. Destroy он делает. Здорово. Должен наносить урон. Соответственно, мы здесь не сделали проверку, в кого он попал. То есть вот этот if, если. If other actor не равен target actor,
Что мы делаем return. Все, он равен, тогда destroy. Давайте посмотрим, чем он закончится. Пиу-пиу. Пиу-пиу. Есть, пиу-пиу работает. Пиу-пиу. Ставить не можем. Ставить можем. Уф, как, смотри, как стреляют мощно. Все, пошел процесс. Он там больше не ставится. Или ставится, просто надо это немножко шаманить. Нет, не ставится. Все, никто не пройдет. Смотрите, как это мощно стреляет. Так, пуф-пуф-пуф есть. А, кстати, там же новые эти подвоз был по Ниагарам. Magic Projectile, видимо. Или нет, подожди. Это же те, которые были. Ну да. А где те, как они называются? FX, Texture, Magic, это FX. Вот это оно, да. Кайфово с светом поменять можно. Фу, светом, цветом. Будем использовать потом. В качестве улучшения там. Бац, улучшаешь. Можно комбинировать будет эти стихии. Улучшаешь башен. Так, есть такая история. Значит, ХП. Как мы делаем ХП еще раз? Как у нас там башенок, там же какая-то порнография вот эта вот газовская. Подожди, не-не-не, я забыл одну вещь. Это этот. Поставить блок. Пост-логин, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Здесь это player data, бла-бла-бла. И вот тут нужно снять блок. Ну, понятно, что там таймер запускается какой-то и начинается гейм. Но у этого товарища GameState у него должен быть какой-то флаг, то есть по... Короче, флаг должен быть. Типа, мол. Короче, флаг должен быть. B из блок, я не знаю, блок, B из блок сделаем. Ой, подожди, что я делаю? Сделать его, то есть это блок стоит, если блок true, get block, get is block.
Из блок. Из блок. Из блок. Ну, понятно, что он возвращает результат этого. Из блок возвращает результат этого. А конструкт у нас есть у него или нет? Main. Main.js. Конструктор. Давай. False. О, вообще equal true. Подожди. Изначально equal true. Вот первая задача у него equal true. Equal true. Потом у него-то запускается таймер какой-то, да, и он его снимает. Но вначале мы создадим void. Думаю, после этого создадим. Сейчас сделаем разделение вот такое вот. Void test set block. Блок. Test set block bool. И блок. Вот такую вот штучку сделаем тестовую, то есть, чтобы она принимала, пока таймера у нас нет. Или уже сразу таймер сделаем. Давайте сразу таймер сделаем, просто маленьким его поставим и все. И не будем морочить себе голову этими тестовыми всякими. Init. Void. Start таймер. Старт таймер. Усы зачет. Спасибо. Старт таймера. Пусть будет так в начале. Старт таймер, F-таймер handle. Таймер handle. Старт таймер. Старт таймер, старт таймер. Че он красный подчеркивает, что мне нравится? Это world. Это таймер менеджер. Set таймер. Рейд. Подожди, рейд. Не рейд, там лямбда. Но мы вначале, да, лямбду сделаем. Лямбда таймер. 0. False. Что сделает? Блок. Equal false. Вот такой вот весь сделаем. Здесь только надо передать. Из блок. Что мне нравится? Скажите, что у него есть этот самый такой. Тише, тише. Так, стою на асфальте, а в лыжи работают. Почему лыжи не едут? Вот этот Automation Tool, я его считал, конечно. Что это такое? Зачем он мне весь в эрорах? Мне хочет так, сет таймер. Что?
Старт. Старт таймер. Not C declaration старт. Чего, простите? Вот же он. Вот он, вот он. Main GC, все то же самое. Он ничего в себя не это самое не принял. Ну, мне не нравится-то. Что за прикол? Так, error redefinition, previously definition was member function. Handle. Название. Таймер handle. Не углядел. Ну, бывает. Надо еще раз будет папочку VS почистить и этот медиати, бинариесы. Solution тоже удалить. Всего заново создаст. А что я сейчас сделал? Блок поставил. Что толку от того, что я блок поставил, если я не могу потестить его сейчас? Я же не привязал его никуда. Гениально. Одним словом, гениальность. Наше все. Player Camp, Main GC. Значит, что у нас тут? Дратути, как дела? Дратути. Дела хорошо. У вас как дела? У вас дела? Дела. Он сразу кота решил, да, шлепнуть? Сходу прям. Как потестил бота. Символы не спамились? Потестил, У меня все спамились. гуд. Тесто катаю с бабушкой. Тесто. Ну, то, что гуд, хорошо. Тесто катаешь, тоже гуд. Потестил, спамились. Но это из-за этого стример-бота. Но у него хоткеев я вообще не нашел. То есть в старой версии я знаю, где они находятся. А в новой версии их вообще нет. Я все настройки перерыл, хоткеев никаких нету. Поэтому мои полномочия все кончены. Ну, я без него попробовал, да, он не оставляет. Это из-за него, это из-за этого засранца, короче. И все смайлики оставляют. Но, блин, от него я не могу отказаться. Минус команды тогда будет. И плюс я там, пока рыл хоткей, я нашел, что у него есть общий чат. Мне теперь не надо дополнительные окна везде открывать, помимо шепчата. Короче, у меня еще дополнительный тут чат большой. Все вместе в этом. Какая красота прям. И там управление его есть. Могу баны теперь раздавать удобно. Вот. Вот так вот, да. Всякие тут штучки-дрючки. Короче, отказаться от него не могу уже, все. Ему надо ждать, либо пока обнова выйдет какая-нибудь. Может, кто-то им надрочит, что, мол, типа этот... Нашел там файл, даже в папке залез. Там JSON файл был с хоткеями. Там пусто. Ничего нет. То есть... А то обижал проект, это все боты. Да, ну видишь как, не на того. Я это... ничего не услышал. Тут бабушка не деда кричи. Кричать надо, что ли, или что? Я говорю, хорошо, что это самое. Знаешь, тесто, и что у тебя все гуд. Ну да, видишь, бочку катил не на того, получается. Main GC player info data. Подожди, что я хотел сделать? Вы меня сбили тестами. Блок. Где наш main pawn? Main pawn. У нас же клик происходит у него. Реально? Или нет? Второй раз этот код, смотри. Все, этот код теперь символизирует сегодняшний день. Left mouse click.
Move left mouse click. У нас вот эта штучка происходит. А GC у нас... Вот это сейчас я хочу переписать. Это мне не нравится. И выражение лица стримера. Да. Так, если не, то тогда builder.s вот этот. builder.s вот этот. Или builder.s. Так. Ну, так же красивее, правда, чем вот это вот. Правильно? Правильно. Так, end play пока закрыть. Begin play пока скрыть. Stop input пока скрыть. Get ability system component widget. Move. Move. Left mouse button click. Мы вот сюда вот должны Усатый поставить. кот есть. Усатый кот есть. Я не помню, там есть усатый. Они все усатые, слышишь, коты-то все усатые. Что-то это. Там 10 котов. 10. 10 котов. Шанс появления каждого кота равен 10%. Ну, то есть, короче, одинаковый получается. То есть 1 к 1 у них шанс. Поэтому тестите котов. И 1 код всего лишь со звуком. 1 код со звуком, остальные без звуков. Это так. Опять. Сегодня день этого кота. 3-й раз, смотри, подряд. Вы чего? Че гоните? 4-й будет? Ред. Ред, молодец. Тому, давай, если 4-й сейчас кто-то выбивает, даю модерку даю. Все. Сейчас кто выбьет этого кота 4-го? Все, модерку даем. Но не баловаться. Нет, Дендракл, рано еще, когда? Тем более у тебя есть модерка, зачем тебе 2-я? Забайтил. Опа! Бум! Еще 4-й, сюда. Забайчено. А как тут дать этот самый? Можно забанить. Могу забанить. А серьезно, тут можно тайм-ауты давать. На 1 секунду можно. Анбан сделать. Смотри, бан. Карт. А ладно, через это тогда придется делать. Сейчас через это дам. Все забайчено. А почему 1 код? Все, там все сломалось, что ли? Байт, получается... Только не баловаться. Этот самый... Как его? Коты сломались, что ли? А то... Получается так. Так получается. Так, builder.s. Поломанный рандом. Поломанный рано. Давай еще одного кота. Да, коты сломались, получается. Или это супер удача. Но если сейчас другой будет кой, вообще обалдеть. 4 раза подряд вы что гоните? Другой кот. Я в офиге. 4 раза. Вот это чат вообще дает. 4 раза. Это надо. Это просто жесть. Это просто жесть. 4 раза подряд кота выбили. Ужас. Так, надо еще, короче, котов 20 туда засунуть. И какого-нибудь кота придумать. И какие-то награды давать за выбивание кота. Все, этот... Нам нужно написать метод для получения геймстейта. Геймстейта. Сюда вот. Main GameState. Подожди, а что, у него он уже есть, что ли? GameState есть.
А где он его получает? Значит, он есть, я его записал. Или я не доделал вчера. Значит, он даже в этом есть. Это интересно. Ну ладно. А реализацию можно мне? Нельзя, да. Понял. Builder.s. Ну, давай сюда мне его. Mainbound. Mainbound. Есть такая история. А Dance вам вообще не нравится, да? И IU вам не нравится? Или IU вы уже забыли, что такое? Или я все правильно делаю, и вы IU поэтому не юзаете? Так, get main GC. Ну, по стандарту, как бы, return. Return. О, он шарит. Вообще easy. Только вот это вот, подожди, он не шарит, что он тут наделал мне? А, это он дополнительную проверку GetWorld еще всандалил туда. Пусть будет. Я не против. Пусть будет. Она становится еще страшнее, еще менее читабельнее. Вообще тогда красота. Хорошо. Мы дополнительно проверяем чекпоинтер. Get main GC. Из main GC if main GC мы достаем из блок. Все, и return. Все как. И тем самым, когда будет блок, то есть нельзя ставить эти самые башенки. Понятно, что у нас нельзя, допустим, будет башенки ставить какие-то промежутки. Я, кстати, не знаю, во время волны можно будет ставить или нет. Значит, допустим, во время волны можно только улучшать, но ставить новые нельзя. Башенки. Ну, пока волна идет. Строить новые только в перерыве. Посмотрим, хочу ли я такое ограничение. Я пока еще не знаю. Ага. Старт таймер я это нигде не запустил. Понимаете, в чем прикол? Main GC, вот здесь это надо запустить. Main GC, старт таймер. Этого-то никто не сделал. Правильно. Что это такое? О, все, можно ставить. Замечательно. То есть все работает. Наш блок работает. А это значит, что мы с вами молодцы. Тут я бы, правда, сделал где-то вот так на данный момент, чтобы я его вообще почти не замечал. Статы. Все статы. Надо нам статы. Нам нужны статы. О, как. Ну ладно. Статы. Как они вообще у нас работают? Это через вот эту порнографию надо делать. То есть у нас есть наш тяжело. Надо закрыть, много чего надо закрыть. Так, Player Camp мы пока закроем. Player Camp. Enemy Character New не закроем. Enemy AIS. AIS мы закроем. Builder AS мы закроем. Tower Master мы не закроем. Или мы Tower Master закроем. Зачем? Tower Master нам пофигу. Нам сейчас не нужен. Player Info Data. Это вот эта вот часть. Мы закроем ее пока что.
Player Camp. Player Camp нам сейчас понадобится. Нам туда надо указывать эти. Хорошо. Как у нас эта вся параша устроена? Мы там должны... Тавермастер я зря закрыл. Тавермастер я зря закрыл, потому что там подсматривать надо на этот... На дурацкий ГЕС. Дурацкий ГЕС там надо подсматривать. Так, там компоненты нужно. Ability System Component. Вот эту подключить нужно. Ability System Component. Мы возьмем ее, сейчас скопируем. И enemy характеру мы ее поставим. Ability System Component. Это понятно. Объяснить ему, что это такое. Потом мы делаем дальше-то. Это не то, все не то, все это не то. То есть это нам не понадобится. Мы ее создавали. Как мы ее создавали? Мы ее создавали вот здесь, правильно? Неправильно. Почему неправильно? Фу, потому что я сейчас Projectile мастера, а где Тавер мастера? Че он сюда перебрался? Засранец. Вот, создаем ability, он должен быть у каждого актора skins. Подключаем репликацию, подключаем этот, и все. И все, хорошо. Таким вот образом. Опля. Опля. Так, что ты хочешь там от нас? Guest, Тавер. Подожди, что? Не, тебе это не надо, тебе нужен Ability System Component. Вот этот вот тебе нужен include. Давайте подставим. Угу. Здесь полегчало, здесь поплохело. Да ладно. Есть, мы подключили. У нас есть эта параша. Потом, там же еще какая-то параша нужна, это в которой будет... Это вот просто это для меня... Плохо, мне очень плохо. Минимал есть, режим репликации, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Здорово. Spec Handle. Что такое Spec Handle? Что такое Spec Handle? Spec Handle. А, вот F-Gameplay Effect. Spec Handle. Spec Handle. Хорошо, мы создаем Spec Handle. Сюда вот засунем его. Gameplay Effect Spec Handle. Что там не надо что-то подключать? Gameplay Effect Type надо подключать. С миллион всего подключи. Миллион всего где-то, черт пойми, в разных местах укажи. Классная система, бери вообще лучше. Всеми им пользуются. Уже создать дурацкую эту самую поле, одно поле, которое репликеется, если я все правильно понял, нужно все лишь указать. Не надо миллион вещей пойти сделать. Да. Ну. Там же есть еще вот эта вот фигня с вот этим. Что это такое? Геймплей эффект. Тавер Initialize атрибут. То есть нам нужно создать будет его. Где мы его указываем? Просто. Dataset by color magnitude. Атрибут сеты какие-то. Параша какая-то. Какая гадость. Мне плохо. Все, вместо того, чтобы что-то делать, я занимаюсь херней с этими гесами всеми. Полная параша. Полная параша.
Фуражка какая-то непонятная. Фу, гадость, мерзость. Что-то эти поля, которые через нейм, это мне прям очень плохо становится, когда я туда смотрю. Прям плохо. А зачем я перезапускал? А, чтобы у этого посмотреть, что там за этот создался. Берите System Component. Вот здесь вот. Вот, пока закрыть, Кем закрыть, тест. Builder закрыть, Тавермастер. Вот, Тавермастер. А ну-ка, Тавермастер, скажи, что у тебя здесь вообще есть? Скилл. Ним. А ничего, он пустой. Пустой. Окей, хорошо, он пустой. Ну, пустой. Пустой. Ну, он пустой. Он пустой, он пустой. Он пустой, он пустой. Он пустой. Вот они наши эти. Всякие разные здесь. Геймплей tags. Так, мы здесь должны его создать. Здесь должны его создать. Не, я, наверное, попробую найти, где я там, такие вот эти, чтобы пошагово вспомнить, как это все делать. Потому что такая фигня, просто ужас. Так, вот, создай новый сервер наследования от его атрибут set. Назовем его Tire атрибут set. Ну, это он мне потому показал. Ага, то есть надо еще вот эту парашу создавать. Угу. Надо будет отнаследоваться от атрибут сета. У нас там есть один. Мы от него будем наследовать от своего, который отнаследован от атрибут сета. Сейчас вот тут создадим. Или по порядку. Не, пошли по порядку. Погнали по порядку. Tools, CPP класс. Атрибут set. Атрибут set AS. А теперь ищем, что за AS. Хорошо, давайте так найдем. Атрибут set. Атрибут set тест. Атрибут set. Main атрибут set tower. Вот этот main атрибут set нас интересует. Next. Add будет enemy атрибут set. Так, переклик. Значит, public. По идее, он-то в enemy должен попасть. А тот в тавере, скорее всего, был. Но вот здесь, значит, атрибут set. Все. Enemy атрибут set. Все, переклик. Create класс. Ужас. Ужасный ужас. Но это... Ужасный ужас. Так, поехали. Ну, вот это ему не надо точно. Ну, потому что у родителей есть как минимум, а там вообще у него, по идее, SBD, да, стоит. Так что все окей. А еще по-хорошему, не проще ли было сразу вот этот макрос
скопирую, сразу у родителей указать. Что скажете? Вот это тут сразу так чпок. Все четенько и круто. Как вам идея? Main атрибут. Main атрибут set. Вот сюда вот взять, указать его. Восьмерочка, понятно. Main атрибут set. Main атрибут set. Теперь я хочу посмотреть на тавер. В Actor Components я их держал. Main атрибут set, Tower атрибут set, они все в Gask находятся. Наверное, мы туда его сейчас перенесем. Так, Source. BD. Public Enemies. Enemy AS. Компонент Gask. Сюда его раз. То же самое с Private. Сейчас все это испарится. Visual Studio Project Files. Давай релот. Все полетело по одному месту, это понятно. Имя AS. И вот он здесь. Вот он. Слепой, не вижу. Не вижу. Нет, не в ту сторону смотрел. Так, ну вот это вот немножко неверное. Ну, с Ability System Component. Вот так вот есть. Компонент. Ну, а этот, в принципе, ему нормально должно быть. Разве нет? Ask и Enemy AS. Так, посмотрим. Хорошо. Если макрос мы подключили, сейчас надо его отключить у тавера и посмотреть, все сломалось или не сломалось. Ну-ка, вот этот. Вот так вот. Оп. Сохранить, и ничего не сломалось. Как вы представляете? Это магия. Это магия у родителей. То, что подтягивается у чайлда, это просто это великолепно. Хорошо. Тавер AS. Мы подсматриваем и не подсматриваем. On wrap change replication using on wrap change. То есть мы поставили его. Какая гадость. Я того душу шатал, кто это придумал. Так, я скопирую для того, чтобы было удобнее подсматривать. Паблик. 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 Давай definition. Ну, definition ты, конечно, здесь создаешь. Это ты правильно делаешь. Правильно. Правильно. Enemy AS должен создавать в этом его. Блин, он же там подключение добавил, да? Да, подключение добавил. Люблю, когда визуалка отваливается и шалит.
Вообще отлично все. Так, ладно, этим займемся. Вот этот UNMIS должен быть везде. И не фаррейт, и не раньше, и не этот самый. Так, в геймплей атрибут дата. Первый, что у него должно быть? Health. 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 Я вот думаю, current мы делаем, типа, текущий health, правильно он должен быть? Max health, то есть максимальное его значение. Потому что он тоже может меняться. Мы можем забафать всех. Условно взять. И, допустим, такая карточка есть, которая всех мобов противника, ну, которые идут в него, увеличивается количество хп дополнительно. Бам! Там 10%. Но у них дырка получается к хп. То есть было 100, максимум 100, увеличили на 10, стало максимум 110. Но текущее хп осталось 110. Но вторая карточка как раз таки, которая их берет и хилит, берет и как бы всем другой этот уже обретает. Поэтому current health. Current health. Или health current. Ну, типа, мы-то, если захотим health, правильно, сделать что-то с health, то у нас health должно быть так вот. Current искать, правильно? Что там у нас есть с health? Вот так вот мы это делаем. Тогда не health current, а просто health. Зачем нам этот current? Просто health? Health max? Или health current? Нет, health current. Все, будет health current. Еще не знаю. Health current. Далее у нас какие-то страшные. Потому что здесь мы еще ничего не ввели их. On old range. Health current. Old has health current. Ужас. Und health current. Я того душу любил. Я ответственно заявляю. On rep range. Health current. Вот этот ты мне где создашь? Правильно, в Тавермайстере. А где еще? Ну, вот чисто теоретически, где еще? Вот где еще может создать, кроме как в Тавермайстере? Правильно? Правильно. А сейчас, после F7, может, тебя отпустила? Не, его не отпустила. В Тавере создает. Гениально. И вот это ему не нравится. On rep range. On rep. Вот это тебе сюда надо. Ужас, какая мразь большая. Хорошо, health есть. Это текущий health, health max. Потом какой-нибудь реген. Я думаю, мы именно регена не будем делать. То есть будут какие-то бафы, забафы отдельные, которые дают реген. А своего собственного регена ни у кого не будет. То есть health current, health max. Health max. Health max. Health max. Сюда подставить. Health max. Health max есть. Подставили. Далее. Что у нас еще должно быть? У нас должно быть какие-нибудь всякие дефы. Короче, резисты, вот эта вот вся фигня.
Но я хз, как их сейчас или потом, или сейчас. Сейчас пока только хелсы сделать и все. Или на будущее уже резисты засунуть. Потому что с резистами я хочу помудрить. Я хочу помудрить. То есть шанс резиста не только будет вот этот 0 какой-то урона, а вот эта вот часть... Мы когда, короче, наносим урон от стихии, у нас есть дополнительный столб, который равен там какому-то количеству урона, какому-то количеству максимума хп, там, допустим, там, половине, или полному, или неполному. Смотрим. И когда мы сносим, ну, полное, если это немножко тупо, тогда состояние вообще никогда не сработает. Где-то там процентов 10 пусть будет. И когда мы сносим этот столб, то тогда прокает вот этот шанс стихий. Прокнул, либо не прокнул. Если не прокнул, то как бы заново наноситься урон будет. Ну, то есть, как бы снесли этот столб, который ранее, допустим, 10% хп. То есть у нас есть 10% хп для фаера, 10% хп для огня. Для фаера, для огня, да. Для льда, 10% хп для молнии и так далее. И вот мы наносим огнем, мы снесли вот эти 10%. Кидается кубик. И вне зависимости от того, кинулся он или не кинулся, 10% восстанавливается. Но если он как бы, точнее, не кинулся, а выбился. Если прок получился, то у нас эффект срабатывает. Если нет, то как бы чушь. Сорян, так получилось. Так получилось. Replicated using. Ну хорошо, мы резисты сейчас добавим. Потом разберемся с ними. Мы с ними разберемся. Damage. Health. В принципе, это и все. Health. Вообще не все. У него же должен быть спид еще. То есть спид. Как скорость и... Unwrap speed. On speed. Speed. У него-то скорость еще должна быть. Которая влияет. И также должен быть еще один. Подожди, а если мы делаем их через вот эту вот штуку, Тавермастер делает, где у нас? Вот. У нас случайно нет ли делегата на вот этом вот set магнитуде? Set called find or add data tag магнитуде. Нет, повесить бы делегат, который передавал бы этот find or add. Find or add, implement map через мапами там. Блин, это печалька. Я просто думал, что хитро так. Если у нас есть делегаты, да, мы там подвязались, то есть, и как только какая-нибудь штука меняется, там, damage, допустим, то мы можем что-то делать. Тогда бы это был бы огромный плюс, yes. Так нету, обидно. Досадно, ну ладно. Представляете, классно так. Бац, если что-то меняется сразу, оп. Именно спид меняется, когда делегат сразу оп, срабатывает. Красота. Увы. Ах, нет. Окей. Дальше идем. Дальше у нас этот самый Resistance Fire. Resistance Fire, Cold, Lightning, Poison, Physical, Physical, который... Давайте напишем. Cold. Нинага. Poison и Пусикал. Пусикал есть. Так,
здесь мы делаем вот этого, ставим. Блин, даже этих еще надо. Я твою душу любил. Давай, Resistance Fire. Resistance Fire, Old Resistance Fire. А еще надо этот сюда указать его. Resistance Fire. Сюда этот Resistance Cold. Сюда Resistance Cold. Потом здесь дубликат. Сюда Resistance Cold. Resistance Cold. Resistance Cold. Есть. Тяжело. Так, Resistance Lightning. Дубликат. Lightning. Resistance Lightning. Lightning. Resistance Poison. Раз. Два. Три. И сюда 4. Есть. И финал очка. Resistant Pussicle. Resistant Pussicle. Все. Ну, понятно, сейчас их надо еще определить. Самое они там по особенному как-то определяются. А с учетом того, что этот мне создал... О, наконец-то он соизволил. Да ладно, и этот создашь. Так, единственное, что это вот это тут почему-то ругается. Да ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Is not allowed your ability system component. Он не знает, что такое your ability system component. А у Тавера AS ты разве не... Не, подожди, причем здесь плюсовый файл? Тавера AS ты ability system component подключен. А какого лешего у тебя он подключен? Про Execution Calc уже читал. Пригодится при расчетах урона и захвате атрибутов. Вчера смотрел как раз эту тему, и крутая тема. Не читал. Execution Calc какие-то. Это с этим связано? С вот этой вот прашей, называемой... называемой Gameplay Ability System. Это у них там своя история какая-то или что? Сейчас еще с уроном их ним разбираться, как он устроен. Это вообще будет сейчас. Я буду, наверное, в афиге. Я ожидаю, вот что я ожидаю, чтобы там был просто метод, который я вызываю, который я передаю, что отнять и сколько. Все. И что мне надо? Но там, скорее всего, там такая вот... При расчете урона перегруженная функция. То есть ее можно перегрузить. Что? При расчете урона перегруженная функция. Ладно, сейчас посмотрим. Там намного сложнее. Намного сложнее. Но сейчас будем разбираться. Если там вот это опять, чтобы дурацкий урон просто посчитать, мне сейчас начнется: создайте 10 макросов в одном,
потом создайте компоненту, там 20 макросов еще, потом создайте blueprint, привяжите, запишите 20 тагов, и вот вы можете наносить урон, и это не факт. Если вот такая параша, я вообще обалдею от счастья. Так, вот этот хочет вот это. Представляете? Ну, вы вообще представляете, что он хочет? Он хочет такую вот штуку. Так, я скопирую, что меня эти смайлики задолбали. Полосочки. Полосочки. Это да. Значит, мы сюда передаем то, что нам надо, ну, то есть себя, то есть свой класс. Потом сюда мы передаем все наши параметры. Else current, else max, speed. Раз, два, три, четыре, пять. Resistance. 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 И, естественно, Resistance. Вообще урон через геймплей эффекты наносятся, а спавн фаерболов ставеров через геймплей абилити, которую нужно дать актору в начале. Урон через геймплей эффект наносится, а спаун фаерболов ставеров через геймплей. Там логика совсем по-другому работает. Через жопу. Я бы так характеризовал, как она работает. Через задницу она работает. Outline time props. Указываем, что эти должны реплицироваться. А, то есть его надо подключать вот этот Neta Unreal. Вот эту парашу надо подключать. Ну, он там подсказывает, конечно. Ну вот. Ужас. Геймплей, атрибут, промоушен, бла-бла-бла, range. Ужас. Так, ну давай пропишем, допустим. А, вот так вот, да, сразу сам. Мне понравилось. Еще. Еще. Все? Не, давай еще. Закончил прокатку теста. Рассказываю, что вчера делал, аним инстанс починил. Он в тестовом проекте стал нормально собираться. Но в основном проекте все еще краш. Ну так это хорошо. Очень. А в чем был прикол? Но если при уроне ты используешь простую формулу без учета резистов, то можно мод MacCalt использовать. Еще пару часов переносил классы из основного проекта в тестовый. Но все не то было. Решил чекнуть билд CS. Удалил модуль, который, по словам ГПТ, уже встроен в ядро Unreal. И заработало. А в аним инстанс все дело было только в наличии кастомной аним нады. Так, сейчас по поводу еще пару часов переносил классы из одного проекта в тестовый, но все не то было, решил чекнуть. Это уже встроен в ядро Unreal, и все заработало. Ну, круто, это круто. ГПТ помог. По поводу, но если при уроне ты используешь простую формулу без учета, можно мод MacCalc использовать. Так, слушай, что значит стоять? Вот тут вопрос очень важный. Что значит у них своя формула расчета резистов? Что это значит? Мне не нравится это. Ну, это шляпа. Я сейчас прям, ну, вот, если это, я, ну, это меня прям стригернуло. В смысле, что у них, значит, своя формула? Нахер она мне нужна, это их формула?
У меня своя формула, и зачем мне их параша какая-то? Что значит у них формула своя? Что значит? Простую формулу без учета резерва. Что значит простую формулу? Если увидишь, что ГПТ советует Struct гони его санными тапками. Все, буду гнать его. Если что, такими. Что значит, он там использует свою формулу? Мне нужна моя формула. Зачем мне его формула? Нафиг мне эта параша нужна тогда? Я вообще сейчас тогда выключу его нафиг. Потрачу остаток времени не на напил. А сегодня и завтра, это пусть хоть неделю это займет. Я нахер его сейчас вырву, этот газ. У меня прям как стригерила своя формула. Обалдел, что нахер она мне нужна? О, единственный неповторимый код с этим звуком. Дальше. Добавление атрибута, атрибут set в башню. Теперь нужно добавить твой класс. Тайвер компонент, атрибут компонент. И нужно создать атрибут set. А мы там создали... Чего? Не своя формула. Чтобы захватывать правильно по код-флоу все резисты и модификаторы урона, нужно это делать через Execution Calc, в котором ты будешь захватывать значения. Формулу можешь использовать какую хочешь. Так, окей. Чтобы захватывать правильно по код-флоу все резисты и модификаторы урона может делать. Я ж могу просто-напросто сам посчитать, а ему нанесение урона передать чистое уже. Просто самостоятельно взял, получил все эти самые. Я все равно не понял. Хорошо, у меня формула. Что значит моя формула? Ну, в плане того, как она будет... Если формула моя, то зачем вот этот вот геморрой? Тебе надо просто... Ну, тебе это имеется в виду Гасу этому. Ему надо просто от одного значения флот отнять другое значение флот. Нахера вот это вот всякое, там, какие-то непонятные вот эти вот execution калки и прочее параша. Я использую свою формулу, я посчитал. Все, я тебе передал, все, примени его. Причем зачем мне его примени? Подожди, примени. Зачем мне эти калки? Вот, все, set by этот, все, я дал новое значение, все. Вот. Все, я посчитал свою эту самую, я указал цифры и пошел он нахер со своими формулами, со своими калками и прочей парашей вот этой всей. Какие-то калки еще что-то высчитывать. Тогда это все будет работать по принципу монолита, а идеология ГАС — это модули. Так а что модули, монолиты? Не понял, каким образом? Как это, на что это влияет? Ну вот мне надо этот самый, как его, посчитать урон. Вот у меня залетает вот дамаг. Берет из этого данные о резистах, о хп и прочем у того, в кого попал, тот, кто попал. Данные. Смысла от ГАСа тогда не будет. Данные вот так вот делают. И потом применяются к этому, к тому, в кого попали. Все. Вот это это вот я-то провожу его в своей формуле. Что значит монолит и этот самый. Монолит и не монолит. Модули. Каким образом здесь модульность появляется, если я использую execution калки вот эти все? То есть я все равно посчитал, но передал его голое это значение в execution calc. Они там дополнительную логику производили. Ребята, мне кажется, я знаю, в чем проблема на современных играх. В гасе. Не в Unreal, в гасе. Газ — это беда. Так. Что у нас дальше? Просто я вот этой херней сейчас страдаю. Я бы уже все закончил. Уже бы урон получали. Они бы уже бегали. Получали урон и помирали бы.
А я вот этим вот макроснёй вот этой всей страдаю. Resolution файл от Avermaster H. Так. Это наш, значит, enemy master, enemy character вот этот. Хорошо, есть. Utility System Interface мы должны подключить. Монолит — это жесткие связи между акторами, когда акторы знают о друг друге. Модульность — это когда модулю нет разницы, с кем работать. Ну да, но в данном случае как он... Модульность сложно в начале, легко поддержать потом. Но у тебя, вот, допустим, он не знает. Ну а как он может не знать, если ему надо получить данные, допустим, чтобы посчитать? Ну даже не ему надо получить данные, он просто отослал данные. Допустим, тот же Projectile, он попал, он взял, отослал данные. Ему тоже плевать, куда он отсылает. Но тебе-то надо все равно его куда-то отослать, то есть получить и вот на него указатель. То есть ты либо получаешь прямой указатель, либо ты получаешь через интерфейс указатель. Все, вариантов других у тебя нет, все, как бы закончилось. И ты привязываешься все равно к этому самому. И что тут модуль? У тебя вырывается хоть что-то, и у тебя все ломается. Не понял. Ладно, сейчас мы доберемся до этого. Сейчас я балдею от получения их урона, вот этих всех. Так, залученный файл, это ремастер. Данные передаются в спек-хендл, которые передаются с геймплей-эффектом. Ну, данные, да, спек-хендл, вот этот вот, который здесь создается. Вот спек-хендл, да. Вот дата, и мы туда их передали. Здорово, мы их передали. Вообще великолепие. Но посчитать-то я где до... В чем проблема, если я посчитаю до того, как передал? Зачем мне использовать вот эти экзекьюшены всякие разные? Ты газ вырванным из контекста используешь. Там чуток сложнее взаимодействие. Но у меня тогда вопрос, нахера вот это вот сложное взаимодействие было делать? Чтобы что? Не, понятно, что я сейчас не буду. Я сейчас у ГПТ спрошу, как вообще урон наносить. И мы сейчас будем разбираться. Статы только доделаю, потому что я не могу их доделать. Мы сейчас трендим тут. Я должен подключить интерфейс к этому товарищу. Public и ability. Ability. А что толку, если я не подключил его вот сюда? Extract. Где я его хочу видеть? Ну, допустим, я его здесь хочу видеть. И ability. И ability system interface. Потому что таким образом все будет работать модульно и легко добавлять новое, не прибегая к переписыванию кода. Я пока добавление нового с легкости нигде не увидел. Вот с вот этой парашей я вообще легкости в добавлении нового вообще ничего не увидел. Чтобы мне добавить один сраный этот, мне нужно создать миллион макросов в одном месте, миллион макросов в другом месте, зайти в БП, там создать так в другом месте, потом добавить эти все таги в кучу массивов каких-то в каком-то объекте сраном. И только потом это будет работать. Это ни хера не легко. Это добавление, это вообще нифига не легко. Легко это вот так вот. У меня новый параметр. Все, вот это легко. Вот оно легко. А это какая-то шляпа. Это перемудрено. Но ёпики любят перемудренное. Это тут ничего не скажешь. Так, Ability System Component. Еще раз вернемся к enemy характерам. Ability System Component. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Разве я здесь делал? Ну да, делал. Не делал. Это так называемый бойлерплейт перед началом. В дальнейшем новые способности будут в эдиторе, создавая геймплей-эффекты и
Так, бойлер. Лейт. Перед началом. В дальнейшем новые способности будут в эдиторе, создавая. Что значит, новые способности будут в эдиторе, создавая геймплей эффект. Что, блюпринтами мне их что ли описывать? Вот я больше склоняюсь к тому, что этот гест сделан чисто для блюпринтовых ребят. Вот чисто вот для них. Что в плюсах это какая-то шляпа. Когда плюсам надо заходить и в блюпринтах что-то создавать, чтобы это работало, это ужасно. Так, мы создали, я правда не пойму, вот тут вот ее атрибут set, где мы здесь атрибут set создаем. Способность в газ — это не кусок кода, а созданный геймплей абилити. Значит, способность. Вот спаун этих фаерболов, это способность идет, то есть она должна была спавниться, не я ее должен был спавнить, а через вот этот вот делать этот. Тип урона — это тоже не кусок кода, а созданные геймплей эффекты. Как это может быть не кусок кода? Вот чисто. Стрелять способность. Отлично. То есть мне не спавн вот этот надо было делать, а через вот ту парашу в геймплей ability system. Я все склоняюсь к тому, что геймплей ability system это параша. Фаербол геймплей эффект. Фаербол геймплей эффект. Стрелять способность. Фаербол геймплей эффект. То есть вот этот актор, который создается, это геймплей эффект должен был быть. Каким-то образом его создать. Слушай, мне вот прям сейчас я вот на грани вообще нахер удалить геймплей этот. Если будешь вообще никогда к ним не прикасаться ни за какие деньги, ни за какие уговоры и прочее. Такая шляпа какая-то. Ты сейчас вот объясняешь, я как начинаю представлять это, то есть каким образом вот стрелять, хорошо, стрелять равно способность. То есть я какую-то парашу должен был в блюпринтах создать, чтобы он стрелял. То есть создавал вот этих акторов, да? А сам фаербол должен был быть тоже вот этим вот блюпринтовой шляпой бесовской. Просто вот это вот я вообще, ну, фу. Привет, помоги мне, плиз. В персонаже есть Child Acta, оружие с анимацией, тип Character. Мне надо добавить второе и третье оружие, тоже Child Acta. Менять оружие надо прокруткой колеса мыши вверх. Запрос как ГПТ, привет. Там сложная система, и как тебе советовали, просто начни и все получится, с газ так работать не будет. Там изучить, привыкнуть к идеологии и потом начинать. Там довольно-таки сложно устроено, но когда изучить, все круто. Через Switch, но вот проблема, я не могу создать массив из чилд-экторов. Никак не пойму. Может быть, это вообще невозможно. Из чайлд-акторов? В смысле массив никак не... Это возможно. Посмотри курс того учителя, которого я смотрю. При желании можно найти бесплатно Стивена Либарига с адами. Мне не нравится их, понимаешь, вот это вот, как его... Так, давай сейчас Child акторов, третье оружие, там Child актор, менять оружие надо, прокрутить колеса мыши, ну так массив создать. Я не знаю, у меня сейчас запускается. Сейчас, если запускается, я запущу, тебе покажу. А property. Вторая актор. Да. Но это в плюсах, но человек не в плюсах. Нет, это ошибки какие-то. Но вот он у меня не хочет показывать ошибки, все сломалось. Поэтому я слеп. Declaration, enemy character. Кто не видит ability system? Да как?
Я не шарю в плюсах, кстати. Да я сейчас тебе покажу, как. Я просто как раз... Но там же собаку можно съел. создать поле актора и нажать, чтобы оно было массивом. Сейчас я покажу. Сейчас вот это вот прошу. Я разберусь, что тут за проблема. Что он хочет от меня. Что значит не cannot instance? Чё? А характер мастер. А что ему не нравится? А enemy характер. Чем ему что не нравится-то? Ротейшны какие-то пошли. Спаун актор, конст какие-то. Видите, ну это было. Это с этим работало, в смысле, все. Declaration of enemy характер. Характер, ability system интерфейс. Ему не нравится этот самый ability system интерфейс, что ли? Просто тут со всеми советчиками, которые тебе советуют делать сразу самому, ты скорее всего забросишь и скажешь, что говно. Пройдя тот курс и потратив время, ты будешь 5 разрабов, которые нормально умеют в газ. А если максимально количество child-акторов мало, 2-3, то лучше для каждого свое поле создать. Да, я... Сейчас я покажу человеку. Мне просто надо как добраться до этого. Чтобы было. Сейчас это вот мы сделаем так вот, что его отпустит. А, я не реализовал это. Там же надо что-то реализовать. Где-то какой-то этот поле-то не реализовано было. Ладно, сейчас запустимся, я человеку покажу по поводу ГЭС. Ну, дело в том, что я, ну, как, я не принимаю их философию, вот эту вот, как у них все работает. Там, мне это не нравится. И я больше склоняюсь к тому, что вот этот газ, он хорошо подойдет для блюпринтовой истории. Потому что для плюсов, когда ты вводишь вот такую вот парашу, вот такую вот, через fname у тебя обращение идет к полям, это хрень. Ну, это мое мнение, я не знаю. Оно не претендует на истину, так сказать. И как бы вот. Короче, по поводу этого. Смотри. Самый простой. У тебя есть scene компонент. Давай, допустим, Weapons. Странно, конечно, что у тебя там так делается, но неважно. Сюда добавляешь Child Actor. Много Child Actor'ов. Вот так вот делать, вот так вот делать, вот так вот делать, вот так вот делать. Можно вот так вот делать. Make array. Можно вот так вот делать. Можно вот так вот делать, и у тебя будет массив из них. Но ты программист. По рукам дам. Get all children. Или там Никогда children забей есть? не трать время. Там все по-другому работает. Там не чисто блюпринтовое все. Там без плюсов не сделать многого, и там все на пипеплетении. Сейчас. Покажу, как сделать по-нормальному. Children get child. Там не child компонент, там child actor class. Или children element, я не помню. Короче, как-то надо получить из них этот сейчас get child actor, get child Каст class. сначала. Cast to child actor component, что ли? Child actor, да, вот. Child, get child actor class. Ну, я не знаю, тебе как надо. Вот так вот, наверное, надо. И потом ты здесь делаешь array какой-нибудь. Создаешь вот эти вот своих каких-то там, я не знаю, актор. Какие actors какой-нибудь. Actor, object reference. Делаешь его array. Get. Не, подожди. Ну да, с add. Add, и вот у тебя один раз делается он вот таким вот образом. И у тебя вот в этом массиве,
Я не знаю, какой у тебя там формат. У тебя акторы или что там у них, вепоны и прочее, параша. Вот, все. И вне зависимости от того, как у тебя будет сцен-компонент, туда засовываешь его, потом из него достаешь всех его детишек. Ну, у тебя weapons будет. Вот. Детишек, всех их перебираешь, кастуешь на child actor компонент, из него достаешь child акторов, которые вот здесь записаны. Но там, скорее всего, они-то будут, они возвращают здесь actor object reference, а тебе-то надо не актор, а тебе нужен какой-то твой класс. То есть там какой-нибудь weapon. То есть тоже делаешь cast to weapon твой. Ну, у меня Тавермастер, у меня нету вепонов, поэтому вот типа такого делаешь. Но у тебя массив должен быть именно твой вот этот Тавермастер, ну, в моем случае. Потому что этот-то запишет, но он запишет его все равно как актора. Неважно, короче, вот такая вот система должна быть. Понял? И потом ты по этому массиву бегаешь, который ты записал. И все, жизнь прекрасна. Все, кто успел, тут посмотрел. Так, вернемся к этому, тогда забей, не трать время. Там все по-другому делается, там не чисто блюпринтовое, все там без плюсов не сделать много, и там все на переплетение, наверное, сука, пеплетение. Как классно получилось-то, пеплетение. Ну тогда я не знаю, куда его засунуть. Я чисто вот вообще не знаю, куда его засунуть. Вот этот дурацкий газ. Вот куда его засунуть? Вот куда? В ММО какой-нибудь? В ММО? Ну, может быть, оно в ММО будет работать. Да, окей, там. И свичем я смогу переключаться прокруткой мыши. Что значит свичем переключаться прокруткой мыши? Объясни мне, пожалуйста. Диаблоид. Диаблоид. Диаблоид тоже, типа, мол, можно самому написать. Просто ММО... Да... Хотя, если ты делаешь онлайновое, может быть. Может быть. Может быть, что-то, да. Делаешь какой-то диаблоид. Ну, он есть Макс, который делает без этого. У него нормально вроде получается все. Скидывал в этот. Все у него окей. Но я не знаю, у него онлайновое или нет. По поводу... Я себе планирую в свой мультиплеер арена шутер игру со способностями у персонажей. Ну да, как я буду по массиву то гулять. В смысле, как ты будешь гулять по массиву? Ну, у тебя есть текущая. У тебя есть, я не знаю, ну-ка. Стойка. Ужас. Допустим, 6 элементов. У тебя есть. У тебя же ты сюда... Ой, подожди, а какой лишь ты этот массив? Уйди. Forza Loop. Forza, молодец. Слушай, серьезно, ему так сложно поменять одну эту в блюпринтах. Дрёна мать, он там, наверное, перебирает всякое. Да. Но вот у тебя вот здесь вот записано, допустим, что это 2. Это 3-е оружие, ты помни, главное. Это потому, что она в графе висит. Ну да. Ну и это сколько он перебирает всего. Отойду на мин 20. Где? Давай. Ну ладно, копию возьмем, неважно там. Вот ты берешь вот так вот, да, но потом ты какой-то там вот этот свой, этот меняешь. То есть ты двигаешь мышкой, и вот это вот ты делаешь плюс 1. Плюс 1. А там же есть, по-моему, кстати, кламп, да? Или нету? Смотри, как ты делаешь. Плюс 1. Ну, это, я не помню, там, по-моему, есть внутреннее что-то, но ты должен сделать вот такую вот. Короче, по логике, чтобы была вот такая вот фишка. Length, длина у тебя есть массива. То есть ты знаешь его длину. Кстати, длина наш -1 надо, или он здесь нормально выдвигает? А ну-ка, print string. Last index есть. Last index есть, все, last index. Last index у тебя есть, вот он, last index твой. То есть он вернет в данном случае у тебя пятерик. Пятерик тебе надо, пятерик. И ты спрашиваешь, если вот этот товарищ равен вот этому товарищу,
Точнее, даже не так, больше. То есть, если вот этот получается больше, чем вот этот товарищ, после того, как он сложил. В бранч помню еще. Если он получился больше, то тогда вот этот товарищ get, подожди, не get, а set надо. Set нулю и что-то сделать. Если он получился как этот надо, то делаешь вот так вот, типа тоже set, только вот этот результат. Ну, а дальше делаешь что-то там, print string, do something. Do switch weapon. Do switch weapon. Все. Точно так же на минус у тебя должно работать, то есть в другую сторону минус. Ну, понятно же, это там это все оптимизировать, по-нормальному написать, что тут работает только для плюса, надо и для минуса. То есть, когда ты приближаешь, отдаляешь, и вот у тебя весь код, все у тебя готово. Все, у тебя он гуляет по этому массиву как надо. И ты, ну, точнее, там понятно дальше, что ты задаешь, ну, и дальше ты получаешь через вот такую вот вещь, ты достаешь то, что тебе надо. То есть вот weapon, и вот ты получил его, и вот он твой текущий weapon, и ты там делаешь там setup attachment или что там у тебя set visibility, я не знаю, как ты там у тебя set actor hidden in game, ты делаешь, что типа, его видно теперь или не видно, то есть ты меняешь его как-то в этом случае, а тот ты убираешь. Вот тебе логика простая и все. Не надо никакие свитчи. И так как у тебя массив динамический, у тебя уже, ну, в плане того, что сколько туда чайлдов добавится, если туда даже в динамике добавится какой-то чайлд. Спасибо большое. Да Извини, не что за отвлек. что. Да ладно. Если добавится кто-то туда, допустим, в динамике 4-е оружие, у тебя ничего не сломается, и у тебя все будет работать, и все будет меняться, и все будет хорошо. Не надо вот этой порнографии страдать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, вернемся к шляпе гасовской. Я вот тут. Вот. Даже нет, это просто это на уровне атомов. А на уровне атомов разница, точнее не разница, а вот дистанция, чтобы я перешагнул. И сейчас нахер удалил этот гэс отсюда вообще полностью. Потому что, ну, фигня, где какие-то непонятные сущности создавать, это самое... Короче, меня вот то, что мне не нравилось изначально, то, когда мне раз как-то ген ввели, там все это самое, он такой классный, да что-то пока попахивает херней. Так вот, меня заставляют играть по чужим правилам, я не хочу играть по чужим правилам. Как создавать, что я хочу решать, как я что создаю и как что общается. Ты ходишь по охрененно тонкому льду XD. Да. Так, а, Тифалер, ты что скажешь? Что по поводу ГЭСа делаем? Что скажешь? Шляпа? Или не шляпа? Мне не нравится играть по чужим правилам. Это, ну, я-то все равно играю по правилам Unreal, а в любом случае, как бы, я ж не свой движок пишу. Но тут в ГЭС я вообще свободы не вижу, и все. Привет, давно не заходил. Что про газ? Как я тут последний раз был, вроде как решили, что газ нахрен не нужен. Оно ведь буквально так и есть. Да, вот сейчас как раз Если решили так, то же тогда самое. бросай газ. В газ ты будешь делать по правилам или делать говно. Вот. Да говно. Я даже не пытался разобраться. Но у меня примерно такая же логика, как у тебя. Лучше сделать самому и все контролить самому. Ну вот такая же история, да. Единственное, вот, что меня сейчас останавливает, это вот эта, вот, как я сказал, дистанция от 2-1 атом, это то, что просто интересно в чем-то разобраться.
Не надо лезть в газ, не сделав ни разу на обычном Replication Graph Unreal'овском. Просто типа разобраться, вот а-ля из разряда тут же залетали люди и все ссались кипятком по этому газу. Типа, мол, все, газ надо, она обязательно. Это прям вообще, это прям самое лучшее, что создавалось в нашем человечестве. То есть даже человечество полностью фигня. Вот газ это Ладненько, просто... хорошего бросания газ. А я пойду учить газ. Давай, давай, давай. Давай, давай. Не, короче, газ шляпа, все. Все, я сдаюсь, я не справился, я не вывез, я не смог. И так далее, и тому подобие. Я сдался. И, в общем, газ шляпа. Все, газ шляпа, я его удаляю. Пошел нахер отсюда. Пошел нахер отсюда. Все. Ты ведь прошлый проект делал все без Behavior 3, потому что сначала хотел сделать то же самое самому. Тогда зачем сейчас газ использовать? Лучше ведь самому все написать. Но Behavior 3 он мне не нравится тоже. О, я ж вчера играл в твою игру. Я чё-то не понял, а как оружие в руку взять? Пробовал перетащить, но не вышло. Ты перетащить должен и нажать X. Там пишется, что X выбор оружия. То есть у тебя в слоте оружия должно быть оружие, во-первых, а во-вторых, выбор оружия это X. 1, 2, 3 это аудусы переключения, короче, режимы стрельбы. Но если у тебя есть предметы под эти режимы стрельбы, там в инвентаре, там написано в инвентаре X, что этот самый X, короче, написано. Ага, ясно, иск. Ну, надо оружие вначале туда поставить, в этот X, потом уже его экипировать. Так вот, насчет Behavior 3. Он мне концептуально не нравился еще. Я его когда пробовал... Мне кажется, газ отлично бы подошел в твой прошлый проект. Это с учетом, что переборол себя на изучение газа. А этот проект как будто намного меньше и для газа не подходит. Ну да, он Я у меньше. Седова вроде взял предметы. Покажешь, что ща работает? Что, сейчас работает? Да сейчас, наверное, ничего не работает, потому что я удалил этот, как его... Ну вот стреляют, все. И пока все. Вот стреляют в этих, в человечках. Человечки ходят. Все, башенки стреляют. Вот мы не можем ставить у соперника, а соперник теперь ничего вообще не может делать, потому что мы ГЭС удалили. Сейчас мы нахер его удалим и все поломаем себе дальше. Геймплей эффекты. Да, пошел ты отсюда, иди отсюда. Геймплей эффекты. Чё? А что ты тут делаешь? Подожди, а каким образом он там застрял? Тавер тест. Тавер initialize эффект. Пошел нафиг отсюда. Пошел вон. Ну, короче, как говорилось по поводу этого, Седова вроде взял предметы. Седой там тебе просто квесты первый раз дает. Предметы тебе сразу даются. Рандомная пушка и рандомные, по-моему, заклинания. Или заклинания не даются, по-моему, не дают. Не, рандомная банка. Или не рандомная банка. Короче, пушка точно рандомная дается. Какая-то по стихии и по либо куб, либо шарик. Так вот, Behavior 3 вернуться. Мне еще с блюпринтов не нравился. Там тоже вот эти костыли начинаются. То есть у тебя есть, к примеру, вот блюпринт. У тебя геттеры, сеттеры, у тебя все здесь есть. Behavior 3 начинается. Тебе, чтобы какой-то сеттер получить, тебе нужно зайти в какие-то компоненты, какие-то перекомпоненты, куда-то вот это позаходить, миллион всего сделать. В Behavior 3 это ты сделать не можешь. Тебе надо вот другая там Behavior State или другая параша называется, как она там есть. Ну-ка, дай-ка я на тебя погляжу. Вот это, блэкборды всякие открыть. Короче, сделать то, сделать все. Вот это вот миллион всего, короче, чтобы просто себе что-то поменять. Миллион всего открыть, миллион всего, вот как в ГЭСе этом дурацком. То есть ты должен кучу всего переделать, и мне вот эта фигня вообще не понравилась. То есть в плюсах я не знаю, как он выглядит. В плюсах, скорее всего, там все просто. Ну, то же самое. То есть у тебя список есть, и все хорошо. Поэтому я решил свое делать. Оно работает, все отлично.
Все прекрасно, нет никаких проблем с этим. Так, тагс. Ну, таги мы оставим, тагами мы будем пользоваться. Просто другими. Так, это все мы нафиг снесли. Актор, компонент, все есть. Сейчас я это все закрою. Тут открою и снесу нафиг все хедрил. Вот эти вот всякие. Он пошел отсюда. Сейчас свое будем писать. Наконец-то все классно все будет. Не, шляпа. Шляпа. Может быть шляпа, потому что действительно сильно... Ну, здесь некуда сунуть. То есть я пытаюсь засунуть то, куда... Ну, короче, оно не суется. Оно сильно... Ну, не идет оно сюда. Так, enemy eyes, main. Вот это все нафиг удалить. Сейчас я папочки тут удаляю. В общем, мне вот это не понравилось, что ты это вот создай. Короче, у тебя должна быть какие-то сущности, какие-то эти... То есть это надстройка над настройкой. То есть сам движок это уже надстройка идет. То есть у тебя уже правила движка. А на эти правила сверху еще другие дополнительные какие-то правила, которые вообще по-другому. То есть у тебя есть философия в движке, как все работает. А на эту философию движка накидывается философия работы другой параши, который тебе, в принципе, нахер не надо. Тебя заставляет работать по своей философии, что прям плохо мне. Так, значит, вот этот параша пошел нафиг отсюда. Сейчас свои компоненты создавать. О, я прям кайфую, не могу. Сейчас свои компоненты создать. По-своему все работает. Все, это секс. Это секс, это он. Это он, ребята, это он. Все это в помойку. Это в помойку. Знаете, что еще надо сделать? Надо еще в этом, в build.cs build.cs. Пожалуйста, нет, стой. Вот этот. Отключить его нафиг. Где он тут? А, пошел отсюда. Пошел нафиг. О. Где? Ability System Component. До свидания. Ну, понятно, что я сейчас нажму S, нафиг, все нафиг. F7. Вот проблема в том, что сейчас F8 не работает. Вот сейчас нужен просто срочно внутривенный гайд, почему F8 не работает. Что без него я сейчас буду сюда попадать. Automation Tool, эрроры, вот эти вот, что это такое? Давай у ГПТ спрашивать. Слушай, ну мне предлагает в файлы залазить. Я не хочу в файлы залазить. Automation Tool Programs. Source Programs. Automation Tools. Файлы какие-то значения менять. А еще есть вариант. Знаете, какой есть вариант классный? Мы сейчас, наверное, его сделаем. Нафиг удалить .vs, нафиг удалить этот самый интермедиати и бинариесы. Как вам идея? Ну, потому что без F8 я все, я поломан, я не умею. Без F8 все. Так, все, удаляем, значит, интермедиати, удаляем бинариес, удаляем .vs, vs. И удаляем solution. Делаем generated Visual Studio Project Files. Generating Project Files. Есть, он посоздавал все это. Потом мы запускаем его.
Так, прекрасно. Пустой. Угу. Все как надо. Потом вот здесь set as startup project. Вот здесь debug development. Хорошо. Source public player main pawn. Все, main pawn. Хорошо, открыли, допустим. Начинается. Вот этот открою. В чем проблема будет? Сразу не открыть. Так. Сюда. Закрыть. Закрыть. Закрыть, закрыть. F7. Но это надолго, кстати, может быть. Все, есть F8. Ну, короче, ничего не помогло. Прекрасно. Прекрасно. В ручном формате. Прикольно. А если... Ну, блин, ну так-то он словит немножко те эти самые... Класс, делегейт, нам паблик, тавермастер, тавермастер. Идем в тавермастер. Финиш парсинг. Так, что у нас тут в тавермастера? Вот она вся фигня. Спек хендл, из вэлиды всякие. Из спек хендл вэлид. Тавермастер. Что-то какие-то эти проверяют. Ability, спек хендл, make out. Такая хрень тут бесполезная. Уходи нафиг отсюда. Ну, запустимся мы, скорее всего, не сегодня уже. Проект мы запустим уже не сегодня. Потому что F8 не работает, и без F8 это просто забей вот эти просмотры делать. Так F8 нажал, ты сразу видишь, где у чего проблема. А тут это просто забей. Gameplay effect to self. Так, ability system, tower radius, component, set sphere radius. Spec handle is valid убираем. Я прошу, удаляем. Get fire rate отсутствует. Fire rate пока что сделаем 0.0f. Запятой. Так, все остальное вроде бы окей, да? Только ему вот это не нравится. Почему тебе не нравится init tower? Implementation, что не так? Просто ему не нравится. Хорошо. Find class delegate enum or struct with name u tower as. Тавермастер. Тавермастер. Ага. Скинул новую команду в DS. Новая команда в DS. Там что-то интересное. Ну-ка. Так, flood. Хавра. Блин, ну это надо как его, немножко его вырезать, что ли? Ну, типа, поближе сделать. Вот же ты и сделал вторым, да, молодец я. Все, надо не забыть, добавлю. Обязательно добавлю. Все, есть контакт. Надо огонечек поставить. Огонечек забыл поставить. Все, огонечек есть. Еще, может быть, если получится, я сделаю, типа, чтобы задник урон был. Но это если получится. Так, Tower AS вот это убираем. Дальше здесь убрали. Spec Handle. Я сам пошел отсюда. Ability System Interface. Лесом. Get Ability System Component. Уходи. Ability System Component. Уходи.
Я чувствую очищение. Вы чувствуете очищение? Очищение пошло прям. Я прям чувствую, как мой организм очищается от токсинов. Это, ну... Тавер AS. Gameplay Effect Type. Как от мусора всякого уходит. Ой, 1.30, а я дальше чищу его. Ну ладно, ждем. Что делать? О, no failed. Понятно, давай новый. Так, Fatal Error. Тавер AS у него нету. Где в Builder AS? Идем в Builder AS. Builder AS. Actor Component Gas. Уходи. Ability System Component. Уходи. Navigation. Mesh. Нажмашки. Свет. Ага. Так, Builder AS. Builder AS. Builder AS. Ай, ёп. Нормально все шеи. А что ему здесь не нравится? Это game state. Тавер AS cannot include file. Cannot, и все, мы удалили include. Include мы удалили. Main open include files main pound.h. Ага. Помоечку. 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 Сразу в помоечку. О, ты тоже туда же пойдешь. О, как же кайфово. О, я не могу, просто это неописуемо, как кайфово. Я просто начинаю сейчас представлять, и мне прям... Уф, я не могу, какие ощущения классные. Как я буду сейчас компоненты эти создавать, как они будут продумывать взаимодействие. Я не могу. Это все, это оно, это оно, это оно. Что у нас здесь? PAV на CPP. Get Ability System. Что-то ему в PAV на CPP не понравилось. Мы там что-то навернули. Ага, вот это вот ему не понравилось, понял. Все? В смысле все? В смысле все? В смысле все? Все. Запускается. А я думал, это, ну, прям будет прям очень долго. Тут раз-два и все окей. Начинаем восстановление. Так, они у нас триплицировались. Наконец, репликация, своя репликация. Я не могу. Значит, он создал вот этот init тавер, он пошел. То есть она должна быть в компоненте. У нас должна быть своя компонента статов. Значит, мы сейчас создаем stats, компонент stats. Основные статы хранятся там. Все, эта компонента будет отвечать за статы, репликация, тыры-пыры, тролливали, вот это всякая фигня, погнали. Tools, new CPP класс, all classes, нет, не all class, нет all classes, actor components, actor components, actor component, actor component. Значит, это у нас будет этот stats, stats, actor component. Stats. 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 Stats.
Ну, типа это main stats, то есть это начало статов, а дальше идет разветвление. То есть у кого-то может быть какой-то стат там. Ну, понятно, что вот эта компонента, она общая и для башен, и для enemy, и для базы, и для всего вообще, что есть с статами, вот она вся общая. Все, у них вот она общая. Потом идет разветвление пошло. Потом еще. Ну, понимаем, да? Stats. В компоненты, пожалуйста. Actor Components. Я вот здесь сделаю новую папочку. Stats. Мне нравится Stats. Я не могу просто Stats, выбор папки. Правит этот, create класс. Так, статсами, но нужно сделать как-то, чтобы они были... У нас уже есть опыт, да, тимап там. Но тимап у нас, как говорилось, она не очень с репликацией дружит. То есть тогда будет беда. Чтобы не было беды, нам надо обычный массив тогда и как его... И структура. И структура. У которой будет тимап. Тимап. У которой будет enum, это его название стата. Потому что я тоже через enum хочу сделать. Это название его. И его значение. Вот. А так как у него есть название значения, мы можем его собрать в array вообще под индексами. И брать и переводить его. И не надо нам тогда морочиться. То есть у нас есть вот этот вот. И он тогда все будет держать у себя. Плохо. Плохо. Или неплохо. Или плохо. А чё, ну сколько у нас статов? Ну пусть даже 20 будет статов. Все будут всего лишь держать массив из 20 флотов. Типа фигня. Ну да, фигня. Ну да, у нас есть вот этот вот массив. Мы полностью его создаем, заполняем вот этими енамами. Вообще изи. Покажу штучку, как заполнять енамы. Я пользовался. Енам по циклу перебирать. Ну, мне показывали вначале, потом я записал, а потом по работе там пользовался. В общем, такая классная штука. Прям. Могу. Так, начнем с компоненты. Нам надо blueprint type и поставить. Blueprintable. Здесь включить наши макросы sbd /sbd. Stat as есть. Удалить, сохранить. Tick компонент, пожалуйста. Public. Все, есть такая история. Blueprintable не дает тебе возможности наследоваться от этого класса, насколько я знаю. А что дает? Там другая, там blueprint еще есть что-то. Нужен Blueprint именно type, Blueprint Type. Blueprint type, точно. Я не помню. Есть такая история. Потому что это я сделал один раз, потом я буду наследоваться от актора компонента, и вообще будет плевать. Хотя по-хорошему мне нельзя наследоваться от актор компоненты. То есть у нее не должно быть этого. Ну, нам пофигу. Мы авторы, мы так видим. У компонента есть b из или b реплики, b ре. Не, по-моему, блюпринта был. Ну или это чисто для структур надо, не помню уже. Может быть, по-моему, блюпринта. Ну, сейчас проверим.
регистр, replicate using register voice object. У нее нету, да, типа репликации. То есть, хорошо, сейчас будем разбираться. Вот, смотри, начнем разбираться. Как раз да. Вот это я понимаю кайф. Вот это я понимаю кайф. Блэпринт хвост. Blueprint был. Подожди. Blueprintable. Я не написал неправильно, что ли? Блин, главное ж нет никого, кто поможет с F8. F8, алло. Помощь надо. Ну, точнее, ну, F8 она не работает. Точнее, проблема не с F8, а проблема с тем, что вот какие-то failed авто какие-то парашюта. Он. Что за F8? Но F8 пока же вызывает место ошибки. В каком месте ошибка произошла? Так. Нам, значит, надо их добавить. Их добавить. Первое это... Подожди, добавить. Вначале надо создать классы. Первый это stats AS. Вот этот AS. Видишь, мы можем. Blueprint был. Не blueprint type. Blueprint type это для структур. Blueprint был. Если ты хочешь наследоваться. Suck будет. Значит, Taver Suck. Taver Suck. Райдер в дебаг режиме останавливается и показывает, где эксепшн выходит. Но тут F8 для, то есть ты можешь посмотреть построчно, какие строчки у тебя ошибки, на каких строчках. Но тут как раз таки проблема в том, что он ловит ошибки. Точнее, проблема не с самим F8. Проблема с тем, что начали вылетать ошибки, штука, которые вообще никак ни на что не влияют. Какие-то automation тулы и прочее. Вот это вот параша. Кстати. Ага, я что-то вспомнил. Надо еще его здесь шлепнуть. Надо guess еще здесь шлепнуть. Так, значит, Taver Suck мы создали. Stats Actor Component. Stats Actor Component. Gameplay Abilities. Это она, вот это Gameplay Ability Classes, это оно. То есть тут много геймплей. Gameplay Abilities. Would you like to disable? Да. Да, я сейчас буду рестартить. Gameplay Tags. Привет. Привет. Ах, какая красота от этой шляпы избавиться. Уф. Привет. Так, Taver. Чё за игр будет? Но Taver все, Defense, разрабы плагины PvP. тебе поднасрали за то, что отключил, и теперь проект не соберется. Да. Все, теперь проект не соберется, Taver. Не, подожди, Taver Suck. Будет Taver Defense PvP. PvP Taver Defense 1 на 1. Вот. А ну-ка, всем еще раз. Сейчас прикинь, мне кажется, что это этот мне... Не, ну видишь, он Automation Tool, вот этот Automation Tool какой-то ставит PL, куча тут ошибок. И это я там еще какую-то фигню галочки снимал, отключал их. Там еще было их больше, кстати, надо их, наверное, включить, что-то важное. И дело в том, что когда ты нажимаешь F8, он тут на Microsoft.NET SDK перекидывает тебя, типа в нем про ошибка. Но это как бы уже не совсем Unreal, скажем так. И прикол в том, что с этой ошибкой запускается, то есть она нафиг не нужна. Не знаю, что она начала вылазить, что из-за параши.
Это интересно. The game module SBD could not be loaded. There may be operating system error. The module may not be properly set up. Or плагин, which... Серьезно, из-за того, что плагин снес? Ты сейчас серьезно мне? То есть ты меня сломал из-за того, что плагин снесли? Серьезно? Серьезно? Но это надо это тогда сносить ему. Бинарис интермедиати какой-нибудь. Что там он их записывал? Генерате делал. Ну вот, сейчас делаю. Еще вот эти тоже ошибки иногда прикалывают, что ты... И он не запускается, движок сам. То есть, чтобы решить проблему, тебе надо что-то там клацнуть в движке, движок не запускает тебе. Ну, в самом проекте, в смысле, в редакторе. А редактор не запускается. Это... Я Dive Data Cache тоже сношу. А иногда и Saved. Saved. Drive Data Cache. Drive Data Cache. Ну, может быть, тоже надо снести его. День добрый. Добрый. Наверное, добрый. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас, может, будем новый проект создавать. НКС. Ну, как новый проект. Не новый проект. Я просто Ctrl-C, Ctrl-V сделаю вот эти все эти. Единственное, что это заново модельки всякие выстраивать. Печалька. Создавать эти, а так переписывать код там и не будем. Просто новый проект создать, тоже пустой, тоже этот. Просто Ctrl-C, Ctrl-V весь код. Назвать так же. Проблем не будет. Так, вот он все собрал. 7, F5. Йоу, уже пора на перерыв, наверное, шлепнуть. Не, все, ГГ. Я поздравляю нас. Could not be loaded. They may be an operating system error. The module may not be properly set up or plugin which has been included into the build has not been returned on. Has been turned on. Так вот. Has not been turned on. Прекрасно. Это прекрасно. Давай еще так сделаем. Отправь лог Тхе. Может, будет решение быстрое. Я знаю, как пофиксить. Как новый проект создать? Типа почтить логи движка. А я не знаю, где он при записи логи оставляет. Ну, где-то в папочках, понятно, но я прямой путь не знаю. А ну, Тифалор, как пофиксить? Новый этот создать или подключить обратно? Открой файл. uProject. Открой файл uProject. Это какой-то вот этот синий значочек? В блокноте. Открыть с помощью блокнот. Только один раз. Открыл. Что дальше? Так, а вот это надо закрыть. Да, сохранить. Так, все, можно остальное показывать. Что это такое? Там плагины, где false написано. Пиши true. Плагины, где false написано, пиши true. Плагинс. Enable true. Enable true. Может, наоборот? Слушай, мне помощь прям супер сильно нужна. Мне нужно собрать проект под iOS на исходном движке. Mac M1 есть, аккаунт и сертификаты тоже есть. Уже месяц как в агонии из-за этой задачи. Да, мне нужно забрать Дошло до файл. того, что теперь это единственная важная задача и нужно только ей заниматься. У тебя есть идеи или знакомые? 0 ГПТ в помощь, только так. Только все, что могу сказать. Так, а что, тут плагинс есть, тут стоит true. Причем здесь моделинг tool editor mod стоит. True.
На, бля, и диверсион true. Все, больше нет никаких плагинов. Addition Dependencies, Gamma Abilities стоит. А, да-да-да, Ну стоит, все, есть. поломал. А где его... А что он там стоит? А как его? Просто убрать оттуда? его? Удали Abilities в View Project. Ну, допустим, я его отсюда удалил. Файл сохранить. Ну, допустим, хорошо, F7. Failed. Вот это failed. Это тот failed, это failed, или это мой failed? Нет, это мой failed. А что ему мой failed не нравится-то? А, вот, cannot enemy character. Подожди. Генерате. Сейчас, подожди, он, видишь, что-то тут... Сейчас генерате сделаю, enemy character. Где мой enemy? А, вот нашел. Enemy character. Gameplay эффекта в помойку. Ability System Component в помойку. Сейчас тут сделаем генерате. Generate Visual Studio Project Files. Class U Gameplay Effect. Tower DA. Так, Data Asset. Tower DA. Помоечку, пожалуйста, отправляйтесь. Gameplay Effect. Помойку. Везде насрано. Да, этим дурацким гесом. Да я чувствовал, что это шляпа, еще когда мне предлагали. Я попробовал, окунул чуть-чуть вот этого, знаешь, так. Чуть-чуть, и уже я понял, что это очко. Ну, может быть, если вот это вот, как обычно, разобраться, вкусить всю эту логику и прочее, может быть, что-то и получится делать. Но мне кажется, почему-то мне кажется, почему-то так вот так вот. Мне кажется, что если у вас есть команда, и вы что-то делаете, то надо делать свое. Найти кого-то нового, когда это все разрастется, будет сложно. Но свое работает всегда лучше, чем чужое, которое под все. Свое заточенное конкретно под нужды, работает лучше, чем все под все вот это вот. Вся история. Enemy character. CPP файл. Хорошо. System component. Еще раз. Ну, это мне так кажется. Ну, и я могу ошибаться. Скорее всего, ошибаюсь, но... Вот так вот. А ты сам на компе играешь? Ну да. Но если чужое популярное, то его все знают, и найти нового чела будет изи. Да. Что это значит? Engine S Test. Continue. Это да, то есть это тут ты прав, что будет проще находить нового. Но у тебя вопрос, чтобы оно работало, вот то, что ты делал, ну то есть под твой проект все работало и команда знала, что и как. Либо потом в дальнейшем находить кого-то под нового. Ну, стандартизация, короче, всегда побеждает, я понимаю, но все же. Где мы вот эту фигню делали? S. Запиши Страх. летсплей по HL2 VR. Тот чел, которого я смотрю, много тупит.
Let's Play Half-Life 2 в VR. Ты молодец. Ну вот как приобрету себе карточку побольше. Ну, в смысле, перееду на какой-нибудь 50-90. Где этот S? Куб. Он, наверное, удален был, да? Ну, спасибо, вот. Я бы новый уже создал. Я вообще не знал, что можно открыть эту фигню и удалить. Учись ГЭС и мультиплеер. Это сложность хардкоре. Лучше по очереди. Может быть. Я же говорю, я ГЭС, но это как через силу идет обучение ГЭС. То есть я вижу, что он мне нафиг не нужен, я вижу, что это какая-то шляпа происходит, я вижу, что мне это не нравится, но я продолжаю. И вот дошло до, что когда у мне Каэль 2 VR требования выше, чем у Алекс. сказали, что я типа делаю как там, а не как я хочу, или шляпа, то не, это шляпа. Требования выше, чем у Алекс. Нет, она не выше, чем у Алекс, но VR сам по себе он много требует. Слушай, у меня тут схлопывается... Ты представляешь, что эти все в игре запущенные, когда будет? И там же X2 как бы, на каждый глаз все это рендерится. Это забей будет. 4060, мне кажется, лопнет. Плюс там же битрейт надо побольше ставить, там же динамика. Даже тут статика-то у тебя ничего не сыпется. Если я сейчас начну это самое, там же все посыпется. Вот. Плюс мне надо нормально качество, что было на каждый глаз. Поэтому это надо что-то, ну, такое, эдакое. Так, ладно. У нас все запустилось, здорово. Что мы делаем? У нас компоненты есть. Вообще все говорят. За 2 дня ГЭС учиться. Это гуру в Ютубе. И якобы подсел на ГЭС, ты уже с него не слезешь. В лесу все в пикселях было. А Ну раньше вот у в тебя лесу была было. карточка слабее. Ты в 20 FPS в Алекс катал. Нет, ну там же без стрима. Ты путаешь стримы без стрима. Плюс как я тебе микрофон? Где эти микрофоны? Стрим нормально шел. Кучу настроек делаете. Ты ж, ну... Тут же вопрос в том, что стрим сверху. Вообще все гуру говорят, ГС учится вылетает. И уже с нее не слезешь. Да, понятно. С бутылки слезть тяжело у них. А она уже там вошла так, что там только с проктологом доставать. Так. Бутылка. Бутылка это, конечно, хорошо. А зачем стрим? Ставишь карту видеозахвата и записываешь один глаз. Глаз, понял. Да сделай лучше Souls, но 2D, как новая игра про принца Персии. Скрести жанры. Зачем тебе это 3D? Можно и так, но... Потом монтажишь и выкладываешь одну серию в неделю. Можно и так, конечно, 2D, но кто мне будет спрайт рисовать? То с 3D-то я, ладно, накачал их в этом, а спрайт-то мне кто будет рисовать? Что-то я застрял, вы меня своими бутылками сбили. Есть у нас все, есть тавер. 2D сложнее, чем 3D. Generated body у нас здесь паблик, хочу паблик. ГПТ нарисует. Вообще нет, подожди, паблик. Я хочу создать енамчик. Я хочу создать енамчик. Да ладно, ха-ха-ха. Насчет того, что 2D сложнее, но 2D сложнее в плане вот этих спрайтов. Потому что там пейперы какие-то вот эти вот есть в Unreal. Там ничего сложного. Ну, по логике. Не по, ну, в смысле, имеется в виду реализация логики всякой. Там не может быть сложнее, потому что ты в 2D работаешь. Но в плане визуальной вот этой всякой шляпы там будет сложнее. Чуть-чуть. Тем более в Unreal нет 2D. Unreal это 3D, просто оно сбоку. Вот вам и 2D. Так. Я хочу енамчик создать. Теперь еще помню, как енамы создавать. Надо мужчину смотреть по гайдам. Так. Значит. В качестве спрайтов можно заснять 3D-модельку с разных ракурсов в разных позах.
Если у тебя в подвале художник-гений, тогда 2D easy, а так 3D в разы легче. Ну вот, да. Об этом и речь, что визуал. Stat name. Stat name. Ну, логично, это же имя стата. Они отображают stat name. Stat name такой-то, stat name секой-то. Правильно? Нормально вроде бы. Ох, какая красота свое создаем. Какая красота. Чувствуете прилив адреналина. Статный. Ну, это откат, конечно. Это откат. Сейчас будем статами заниматься. Это прям... Ну, откат в плане того, что там-то статы уже были. Да, мы сделали их. Сейчас проделаем еще раз работу свою. И сейчас будут с репликацией приколы. Будем узнавать новенькое что-то. Обернись, там Гэс плачет. Да, это самое тихое. Нет там никого. Не буду, страшно. Заработала? Теперь мне 70 от продаж. Да, заработал. Она сейчас, прикинь, сейчас будет без этих ошибок. Я вообще балдею. А ну давай еще раз и всеми. Не, все равно это Mission Tool. Я думал, сейчас, если бы этот был, я бы вообще ГС бы оборал. Всех бы на него этих повесил. Так. Первое, я не помню макрос, который отвечает за этот самый. Нам. Ну, blueprint type, не blueprint type. Invalid. Твой опыт поможет мне в будущем удалить ГЭС и сделать свою систему. Ну окей. Так, а что ему не нравится? А, потому что стать name не класс, а enum. Только с маленькой буквы. Enum. И вот здесь, по-моему, мы ничего не пишем. Это не точно, не помню, как это все делается. Сейчас у ГПТ поспрошу по поводу макроса. Первое у нас идет health current. Health current. Enum class name in 36. А, там uint 8 еще, да, вот это вот точно идет uint. А, uint. 2.16 что-то это. Ладно, 32 сделаем. Подожди, какой 32? Там их не будет 8. Зачем это самое вот? Прекращай баловаться. Какие 36? Откуда 36? Подожди, взял. Что за 36? Что такое 36? Разве класс идет? Ну да, не помню. Так, ну да, вот ГПТ мне показывает. У меня такая мысль, перенести все 3D модельки оружий, сделать виджет чит-меню, в котором можно выбрать любое из них и перенести в слот инвентаря. Так и будет в демке. Это пранк, класс не забудь.
Понял. Смешно, пранк. Весело. Да 8 тут надо. 8 зачем? Ну там больше сколько? 20-30 не будет. Да пусть даже если 100 будет, у нас все равно хватает места. Да там же 256 туда-сюда он идет, правильно? У восьмерки. А так как у нас будет 512, так что хватит. Или наоборот 128. Подожди, сколько у него там хранится юнит 8? Сколько он хранит? У него тут есть этот... сколько он хранит? Что? Что? Так, плюс по... Что-то он мне не то посоветовал, ГПТ. Ты вообще в курсе, как работают инты? В смысле, как работают инты? У тебя выделяется участок памяти от минус какого-то до какого-то, а юинт у тебя же смещение идет в плюсовую эту. Или я что не то сказал? Не помню. Не помню. Я вас отключаю. Я иду в рабочий проект. Я там это делал. Вам нельзя его видеть. Количество байт — это показатель степени двойки максимального числа возможных значений. Степени двойки максимального числа значений. Ты в двоичной системе исчисления шаришь. Нет. Нам range by count. Ух ты, ёпселя. Главное вам этого не показать. Сейчас надо стереть вот эту вот штуку. Хотя... Ну да, вот этот сюда. Все, можно. Чё вы стримера душите тут гэс в потоке? Да, гэс уже все. Пуф, нету его. Мы от него избавились. Так вот, пуф. Короче, 8-битный инт может содержать 256 значений. Ну вот. Гэс плачет в углу. Гес пошел нахер. Вот так вот. Так грубо мы ему ответим. Юмета и Health Current. Хорошо, давай. Health Max, красавчик. Дальше у нас идет... держи в курсе. Speed. Просто Speed. Юмета. Если просто int 8, то от 128 до 127, а если юнт 8, то от 0 до 255. Вот. Ну вот я забыл. Слишком сложно. Потом. Resistance Fire. Аналогичным у юнт 16.065.535. Слушай, ты... Ой, какие страшные эти пошли. Все, 255 мы поняли. Все, значит. 256 значений того получается от нуля до этого. Все, Resistance. Не грузи. Cold, Юмета Cold. Дальше Lightning, красавчик. Poison, красавчик. И Пусикал. Не знаю, что такое Пусикал. Resistance. Пусикал, он знает, что такое Пусикал. Это хорошо, если он знает, что такое Пусикал. А теперь скажи, сколько значений могут содержать твои пальцы рук, если каждый палец как бит? Без понятия. Давайте. Так, каунт. Хорошо, мы добавили этот каунт. И потом мы можем вот это вот, короче, пробежаться по этому от одного до последнего. Кстати, не знаю, он будет или тут это читать или нет. Ну, посмотрим. Если что, пропустим. Equal 0. Пальцев 10, значит 2 в 10 степени. Значит, 2 в 10 степени. Так это вообще изи. 2 в 10 степени всего лишь-то. 256 пальцев будет.
Подожди, а что я сейчас сделал? Что это такое? 0, по-моему, тут так нет. Ну и, пожалуйста, это же там ставится. Неважно. Все равно он с нуля будет, это не имеет смысла. Есть, поставили, сделали, здорово. Но я 2 в 256 степени буду очень долго считать. Не хочу. Так, у нас есть Янам, у нас есть этот. Надо создать, пробежаться сейчас по нему, создать его. Primary asset. Ну, слушай, он мне будет всегда этот. А ну, еще раз, что там за asset? Нет, он сейчас на плагин ругается. Failed to load класс. А какой класс ты failed? Где callstack? Вот callstack. Не, ну это здорово. А по логу можно мне посмотреть именно какой файл ты... Script gain future какой-то warning. Файл asset manager target CPP. Что за asset manager? Engine. Ну это не мое как бы. Similar calls. Ну это прекрасно, я считаю. Continue. Вообще надо на перерыв, наверное, идти. Как думаете? Что думаете? Тавер, потом enemy, suck. Enemy suck. Enemy suck. Stat actor component. Enemy stat actor component. Все, создаем. Погнали, короче, на перерыв, ребят. Давайте. 5-10, максимум 15 минут продолжим. Окей? Так, продолжаем. Продолжаем. Хорошо. Сделали мы, значит, нашу enemy stat actor компонент. Здорово, пока он нам не нужен. В стат компоненте именно в стат компоненте у нас должен быть наш массив в protected TArray, только не TArray, а uProperty. uProperty он потому что replicated. Я не знаю, так это работает, не так это работает. Сейчас будем узнавать. Array, T-array, вот этот enamчик. Enamчик нам надо обязательно подключить. Include enums. Enums слэш statname. А, подожди, так он флоты обычные, флоты содержит в себе. T-array float, stat array. Все как бы просто и легко. Содержит в себе флот и stat array. На begin play. На begin play я хочу его заполнить. Как мы это делаем? For. Я уже подготовил. Вот этот наш stat name. Stat name. Он нам уже подсказывает. Range by count. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Красавчик. Нам range. Не by count, а просто range.
И нам раньше вот так вот eStateName. И для каждого этого, только, наверное, не для каждого, потому что нам нужно пропустить вот этот invalid. А, он же вот он мне и подготовил его. Тут все за меня, Аишка уже решил, все грамотно сделал. Олег, хочу, чтобы было красиво. Все. Мы перебираем весь наш enum. Если у нас добавляется что-то новое, мы добавляем его в наш array. Плюсы. Плюсы нам не надо самим париться. Минусы. Такая штука, как наша база, содержит скорость. Содержит скорость. Содержит резисты. Ну, резисты, ладно. Резисты, может быть, еще как-то и добавить туда можно, да? То есть, там, чтобы враги наносили урон, но когда дойдут от реза всяких, ну, точнее, от всяких стихий, там еще можно как-то что-то это самое. Но сейчас ему нужно только Health и Health Max, а будет в нем все подряд. Но я думаю, мы эту неприятность как-то переживем. Мы это сделали, ну и, соответственно, что мы спокойно можем сделать static cast к 32-му. Соответственно, что вот берем вот этот stats array, static cast. Что делаю? Static cast. Static cast. In 32. Сюда передаем наш динамчик E. Stat name. Stat name какой-нибудь там, я не знаю, Max. Вот таким вот образом. То есть мы вот таким вот образом должны будем работать. Соответственно, сейчас мы напишем метод, который будет управлять всем этим добром, чтобы мы могли грамотно и с каких-либо приколов с этим взаимодействовать. То есть не прописывать постоянно static cast, чтобы не мы прописывали, чтобы это метод делал. То есть должен быть метод, который меняет этот самый, делает изменения. Я так понимаю, что этот метод должен быть происходить у всех. Если мы репликацию делаем, replicated вот этот, то он же должен будет у всех его делать. Соответственно, метод должен будет net multicast, или как он там называется. Или replicated он уже отошлет всем эту информацию. Соответственно, просто на сервере должен происходить. Вопрос. Вот этот такой. Ну, пока что мы сделаем просто void. Void. А потом мы уже допишем. Значит, set stat, да, вот мне подсказывает, set stat. Set stat. Вот сюда вот мы принимаем в себя const eStatName. Stat name. Stat name. Это то есть, что мы меняем, что мы устанавливаем. И new value, то есть float. Тоже можно его const делать. Const, потому что мы его не меняем. Float, new value. New value. Хорошо? Хорошо, есть. Это установка нового стата. Нам нужно еще... это перезапись его. Правильно? Правильно. Нам нужно еще и getter сделать. Getter. Вот что-то вам эти коты сегодня такие попадаются. Set stat. Нужно еще сделать void get stat. Ну, понятно, что это float должен возвращать, а не void. Float get stat. Копия. Get stat. Просто получить копию. Соответственно, он принимает в себя const eStat stat name.
Stat name. Stat name. Getter, setter сделали. В принципе, все. В принципе, все. Знаете, в чем проблема? Если мы invalid сюда не добавим, то будет беда. Будет беда. Тогда нужно с нуля начать немножко иначе. Типа такого должно быть. Типа то, что он с единички начинается. С единички. С единички только вот этот равен нулю. Нулю. Вот. Он так не будет, что тот -1 равен, правильно? Подожди, или вот здесь должно быть равен нулю. Что за прикол, я не пойму. Где мы присваиваем его? До юмета или после юмета? Мы его присваиваем до юмета. Вот так вот. Что если он не invalid запустит, то это вообще будет беда. Будет беда. Точнее, ну, если он его пропустит, просто там сбив пойдет по этому. Он будет возвращать не те, которые он присвоил в массив. Потому что он-то первый элемент засовывает под нулевым индексом, а у нас нулевой индекс invalid. И у нас смещение пошло. И все тогда. И пойдет по такому месту интересному, когда он до последнего элемента попытается обратиться. Или дойдет до него. Это будет прям беда. Прям беда. Мы не хотим. А пошла жара на кастомной логике. Да, да, наконец-то вот эта вот мощь. А не вот это вот непонятно что. Есть контакт. Короче, get-ресеттеры создаем. Сейчас реализацию делаем. Идти компонент сюда его. Еще бы эти убрать, я был бы так счастлив. Дурацкие символы эти. Так, get set. Getter. Ну, getter тут все просто. В return у нас возвращается stats array. Вот эта вот часть, только stat name. Опля. А вот у сеттеров, в принципе, вот все, как бы, new value. То как бы есть. Все, геттеры, сеттеры готовы. Пожалуйста, у нас все есть. Вот он удобный по инамчику. Геттеры, сеттеры, не надо ничего выводить четко, все по коду. Мы ничего не облажаемся, все добавляется. Единственное, мне не нравится то, что оно будет у всех все. У всех будет все. Это мне не нравится. Но так как их действительно тут немного будет, то я на это закрою глаза. А вот если бы их было бы немного, там бы, конечно, пришлось бы немножко иначе делать. Ну, там бы пришлось бы пробегаться по массиву полностью. Или сделать все же, чтобы он бегал по массиву. Тогда сам стат, вот этот TRA, он должен именно структуру хранить, стата. И в самой структуре стата должна храниться именно к чему она принадлежит. И создавать ее там должен. То есть он продвигается тоже по
Чем не пробегается ничего по. Мы ее вручную должны написать. То есть вот у этого какие-то статы, у того-то другие-то статы. Вышла нейронка, кстати, Маши-ай-яй. Меш, Отлично, я. моделит, просто отлично. Я Меш. пользовался раньше Трипа, но она не очень. Меши. Не, подожди, это не так пишется. Мешу. 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 Создавай 3D модели, 3D печати. Ну, посмотрим потом. Благодарствую за информацию. Так вот, и бегать, проверять его он будет, но дело в том, что нам создавать надо их. А как мы их создадим? Создадим мы их только либо вручную в редакторе, их создавать, добавлять, выбирать. Либо вот здесь прописывать целый список, то есть брать и прописывать список. Add делать. То есть так вот берем, добавляем его. Зашли, .add. Add вот эту структуру, которая она там есть, и сделать на нее и определить ей данные через конструктор. И вписать сюда, допустим, там f stat struct какой-нибудь. И вот сюда передать там state name. Name там какой-нибудь health max, вот этот там. Не, мы же можем просто цифры по очереди вставить, и все там условно 10. 10.0 это первый стат, да, и второй стат какой-то, что у нас там? Само значение. Так нам не, ну да. Не, нам надо. Первый это мы health stat, мы указываем, чему равен и нам, а второй это мы указываем значение. Ну да, health stat прописываем и потом указываем значение. Stat, state name. Health, там count какой-нибудь, точнее этот health current. Current с маленькой буквы написал, засранец я. Плюс этот hidden нужно еще сделать. Вот этот. Вот это вот мета equal hidden. Но это или просто hidden. Просто мета hidden, не помню. Давай, Copilot. Я верю. Давай, я напишу заново. Юмета hidden. Юмета hidden, все. Помню, что hidden, а как там не помню. Вот. Чтобы он ее пропустил. И создавал. Это, во-первых, а во-вторых, вот этот current с большой буквы и max с большой буквы. Current и max. Хорошо? Да, хорошо. Так вот, и вот эту вот всю штуку создавать. Current создали, а потом записали, что, допустим, 100.0f. Вот такая вот вещь. И все это нужно будет списком записать каждому. Это, во-первых, минус. А во-вторых, минус то, что поиск. Нам нужно будет перебирать каждый элемент массива постоянно этого, бегать по нему. То есть каждый раз, когда мы обращаемся к стату, мы забираемся в массив и начинаем в цикле бегать по нему. Понятно, что он маленький, но тем не менее. Мы бегаем, пока не найдем тот, который нам нужен. Мы его нашли. Залетели в него. Выбрали то, что нам надо, записали его, сделали все, что нам надо, брейк, и все, до свидания. Такая вот штучка. Но это если... все тогда это экономия памяти будет. Потому что не у всех будет этот флот. Там памяти немного, я же говорю, даже если до 30, до 40 увеличивать, все равно там памяти немного будет занимать.
даже с учетом всех этих. А вот по скорости это будет очень сильно, так как урон часто получают, часто изменения вот эти все, и постоянно забираться в массив и делать его вот эти вот переборы. Всего это дольше будет, чем вот эта вот вся история. Хорошо. Есть. Есть. Сделали сет. Сет. Сделали сет. Сет сделали сет. И прочие статс. Movement. Movement. Speed movement. И нужен еще один speed. Тихо. Speed attack. Вот, все, новый стат добавили. Вот оно легко, вот оно легко. Мне не надо во всякие залупы залазить. Новый стат добавить. Вот он, новый стат, все. Изменили, нейминг изменили. Этот изменили. Мне не надо больше нейминг никакой нигде. Этот самый. Забираться. Ну, хотя нет, нейминг мне как раз таки надо было, если бы я бы это. Но я бы получил ошибку. На стадии компиляции. А не на стадии проекта. Ну все, F8 не работает. Это беда. Что он хочет здесь? Source, build, диверсия. Подожди, чего? Что за Marketplace Rules делал? Ты что, обалдел, что ли? Compile error. Прикольно. Еще тяжело так. Warning the type name. Сейчас прикольно окажется, что ему не нравится то, что я нулевой здесь присвоил. Поэтому ему плохо. А ну-ка. Нет. А там что-то теры я успел увидеть. Гетла опять этот дурацкий, как его? Stats AS. Stats AS. Stats AS. ACP. Stats AS. Где, говорит, ты объявил Get Lifetime Replication Prop. Lifetime Replication Prop. Чего я объявил? А, это вот из-за вот этого вот он что-то тут это самое. Ну так, так. Вот что-то новенькое начинаем этот самый. То есть прикол с этим.
Get lifetime replication prop. Out lifetime prop. Обязательно переопределяем. Какой вот метод говорить надо. А где ты его в паблике? В паблике. Virtual Void, смотри, говорит, такую штучку нужно обязательно. Get lifetime replicated props. Хорошо. Мы его переопределяем. Без вопросов. Без вопросов. А потом в нем. Вообще обалдеть сейчас. Смотрите, что надо. Net Unreal Network. Include Net Unreal Network. Stats Array. Ага. И вот тут вообще все мы должны, да, получается, указать. Все эти самые, которые будут передаваться. Ага. Ну окей. Окей. Окей, сейчас посмотрим. А что я запускаю? Что толку? Нафига я запускаю? Мне надо теперь их применить. То есть... с этим что делать? Level Sequencing Navigator Bridge. Palette to load класс. Постоянно вот это continue нажимать. Мне не нравится. Скорее всего, какой-нибудь ассет потом удалим. Blueprint или еще что-нибудь. Что у нас тут осталось по-любому? Что-то... А, у нас же в этом они поддерживают. Подожди. Мы же компоненты создавали их. Или нет? Мы их удалили. Ну ладно. Так, как мы делаем? Мы их добавляем вручную, а нам все равно их вручную добавлять. Дело в том, что нам-то класс где-то надо взять. Нам надо где-то класс взять. Поэтому мы в любом случае их добавляем. Так, здесь новая папка stats. Stats. И вот здесь мы blueprint класс. Давайте начнем с тавера. Мы сейчас с ним тестимся. Тавер сак. Есть таверсак. Таверсак. Где Project Master? Enemy. А тавер мы закрыли. Ладно, сейчас откроем. Тавер мастер. Тестовая надо было создать мастера, именно мастера. Ну да ладно. Add тавер. Таверсак. Есть, добавили. Тавер. Это тавер? Тавер же? Таверсак. Таверсак. Тавермастер. Сюда запишем его через uProperty. uProperty. Таверсак. Тавер компонент. Или таверсак. У нас как бы там аббревиатура, поэтому stat actor component. Stat actor component, да. Getter надо сделать. Стандартный наш getter. Get тавер. Таверсак. Хорошо.
Таверсак. Если не таверсак, то тогда тавер. Выдели его, пожалуйста. То тогда таверсак equal find component by class you таверсак или таверсак. Так, не, вот сюда. Include actor components stats таверсак. Есть. Это геттер наш. Get таверсак. Get таверсак. Тавер DA, да, он принимает тавер DA, да, это он принимает. Set сфера радиус он принимает. Init тавер implementation. Init тавер implementation. Так, тавер мастер, init тавер, net multicast. Да, все правильно. Все, он это делает. Как он это все делает? Ему-то что? Ему-то ничего. Ему нужно задать эту вот часть. Get таверсак. Куда это, правда, слетел, что-то он ругается на все подряд. Тавер. Тавер мастер, таверсак. Непонятно, зачем он в правите, именно он в правите. Потому что я-то хочу его использовать потом в чайлдах, поэтому зачем он в правите здесь? В правите ему не надо здесь быть. Как должна эта вся история выглядеть? Таверсак. Из него мы достаем. Ничего мы из него не достаем, он не знает, что такое. Он не знает, что такое. Все подключили, все есть, что-то это не страдаешь. Пускай давай. Он здесь не видит. Дело в том, что таверсак set stat. И нам нужно определить, что он от него хочет, какие параметры. То есть он хочет скорость атаки. Установить туда estat state name. Speed attack. Не знаю, что такое state name. Янамчик его... ну, янамчик, наверное, мы повыше сюда поставим. Include. Там state name, да. Вот янам state name. Мне не нравится. Дурак, что ли? Ну ладно. State name, stat name, yes, stat name. State, да, немножко
другая история. Это флешбеки. Дэмэдж еще должен быть. Здесь же мы должны указать дэмэдж. Здесь это так. Вот здесь берем, делаем дакт. Дамаги. Дэмэдж. 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 Вот здесь то же самое удаляем. Дамаги. Вот, удаляем дэмэдж. Есть. Удаляем, добавляем. Что еще было? Скорость атаки, дэмэдж. Радиус атаки. У нас, по-моему, мы его хотели менять. То есть дэмэдж радиус. Damage радиус. Сюда подставляем. Есть. Damage радиус. Хорошо. Уже разрастается прям. Damage радиус есть. Damage радиус есть. Пока что все. Пока что все. О, этого отпустила, наконец-то. Tower D. Фаррейт. Тогда я хочу в Tower D не Фаррейт. Я хочу в Tower D этот... Speed Attack. Damage, range. Или просто range. Не damage, радиус. А range сделать. Не обязательно damage, правильно? Range тогда будет рангем. Именно так. Потом Tower. Damage. И вот здесь вот ранги. Ранги. Все, мы указали его. Красота, я думаю, красота. Думаю, красота прям мах. Есть наши 300-та. Projectile D нам не надо, мы его туда передаем. При этом прайс пока нам тоже не надо. Все остальное нам не надо. Хорошо. Все, мы его записали. Мы его записать-то записали. Теперь мы его должны создать. Fire rate 0 стоит. То есть через нулевое время, как 0, это значит, что он должен каждый этот, или он вообще ничего не будет делать при нуле. Если этот самый, и вот здесь проверим или get tower suck, get tower suck, то из tower suck Облом. Мэши больше не позволяет бесплатно скачивать. А трипа я у меня почему-то не открывается сайт.
Может, из-за VPN. Может быть. А сколько ты там накачал? Sec. Get. Stat. Estat. Estat name. Estat name. Damage. Damage. Не damage. Speed attack. Speed attack. Подожди, это get. Это же не set. Мне только get нужно получить. Все. Мы получаем таким образом наш speed attack. Ну, где-то штук 6. Штук 6 и блок. Скорее всего 5. Либо 6 вот этот вот. И чуть-чуть тебе баллов там каких-то оставили. Они тебе маячили. И баллов докупи каких-нибудь. Ну не в этом суть. Она закрыла вообще бесплатную Ну, загрузку. правильно, потому что ты исчерпал этот, как его... В трипа я намного больше скачивал. Ну, видишь, они знают, что они крутые, поэтому не дают тебе много скачивать. Так вот. А ты думал. Значит, get stat. Speed attack, мы назначили speed attack. Давайте смотреть, что получилось. Давайте смотреть, что получилось. Получилось ли вообще что-то. Работает, не работает. Failed. Где failed? Ну, F8 работает, только надо пропускать вот эту вот всю пачку. Enums. State name, ты понял? Stat name. Engine, Editor, Resource, S, нижнее подчеркивание, F-Test. Это вот там вот он, текстура to be ready. На этой текстуре что-то ему не нравится. Интересный товарищ. Потом пересоберу, может, ему полегчает. Ту-ду-ду. Стреляй. Так, он не стреляет. Хорошо. Но он существует хотя бы. Теперь вопрос. Он не стреляет потому что... Потому что почему? Потому что вот этот товарищ, скорее всего... Вот этот товарищ... Вот этот товарищ вот здесь, скорее всего, 0. И всего здесь 0. Давай, загружайся. Так, F10. Да. А почему 0? Потому что он не реплицировался. Правильно? Из-за этого 0 или нет? Подожди ты. Ладно. Таверсак. Или потому что я в Тавера... Не, я в Тавера добавил его. Component replicates.
У меня пару вопросов есть. А почему здесь компонент replicates? Is this component currently replicating? Should the network code... Must be replicated first. No, replicated, да. Component replicates. Хорошо, хорошо, я тебя услышал. Сейчас найдем тебя. Be-replicates в H-файле напиши на конструкторе. Так вот, be-replicates. Он не видит его, такого нету в компоненте. Это в акторах есть be-replicates. Сейчас тут посмотрим. Реплика. Без S всяких. А что он мне тут ищет? Я тут хочу искать. Дурак, тут мне ищи. А он мне тут ищет, ты понял? Короче, везде ищет, где, кроме того, что надо. Вот тут ищи мне, пожалуйста. В хедере, если написать, тоже ничего. Нет, тоже ничего не будет. Какая разница, в хедере ты напишешь или не в хедере? Это же конструктор. У него же подключен хедер. Так, сейчас найдем. Не хочет Ctrl-F. Короче, ничего не работает. Хотя be-replicate стоит, но видишь, он в private. Дело в том, что он в private. И да, он называется component replicates, но он private. А как его сделать не через... Есть какой-то setter, типа... Может, есть геттер. Может, есть getter. Но видишь, он вообще на репликейс ничего не находится. Set is replicated. Set is replicate. Ну давай, set. Set is... А, есть такой, да, смотри, setter есть. А нафига они вот это вот, типа, true? У акторов открыто, а в этом они закрыли. За магия такая. Я от перебоя вот это у этих пабликов протекта, да, просто кайфую. И от вот этого, тем более, я кайфую вот это вот. Вот человек, который это писал, ну ёпт. Вот, ну вот чисто гипотетически, чисто теоретически, вот он писал, нахера он вот это шлепнул, вот это вот. Ну вот же. Или это далеко сильно, 3 строчки выше, все уже как бы. Дальше глаз не видит. Все, раз, два, все, дальше не смотрим. Я увлекся. А ну-ка. Сам метод, что ты тут делаешь? Как тут замудрено, не хочу вникать. Как будто бы я еще и пойму, да. Хорошо. Мы поставили true. Я перезапущу. А как такую же тему визуала поставить? Deep Dark Material, по-моему, тема называется. Ля, второе, смотри, 2 раза уже надо клацать. Сейчас еще третий что-то словит.
Что ему не нравится при запуске очень сильно там что-то. Надеюсь, оно само починится. Ой, я не помню, как именно там Tools теме вот и Deep Dark Material Full Black. Вот такая вот тема. Вот. Там есть у них тема, Marketplace какой-то, Get My Themes. Там будет, короче, куча тем. Но я не помню, вот эта, которой я пользуюсь, есть или нет, потому что второй раз я ее не нашел, когда я переделывал. Но так получилось, что она мне, короче, сохранилась, и я счастливо ее поставил, и она у меня теперь в отдельной папочке. Там лежит и кайфует. Так. Так, ну ничего не изменилось. Почему? Да, Версак. Репликейт. Хорошо, стоит true. Здорово. Мир изменился. Я чувствую это в воде, чувствую в земле, ощущаю в воздухе. Да. Так, у нас ничего не работает. Хорошо. Это хорошо. Это прям вообще великолепие 0. Давайте посмотрим, где у нас запись происходит. Вот этот speed attack мы же достаем здесь, правильно? Да, speed attack мы достаем. Давай continue. Открывай его. Запускай его. Так, я пропустил. Хорошо, допустим, damage. New value. 10. А спид, кстати, нулевой, смотри, передался. А! Что происходит с данными, когда меняется их name? Как вы думаете? В датасте каком-нибудь. Правильно, он становится нулевым. Стоп. Так, он с пиу-пиу делает. Да, делает он пиу-пиу. Так, и пиу-пиу здесь делает. Хорошо, то есть все статы он принял. И смотрите, и газ как бы не это самое. Не надо кучу макросов прописывать, какие-то параши создавать, всякие на тагах сидеть, и вот это вот все фигня, и смотри, работает. Так, а этот, ну да, мы не можем, потому что это мы не на своей территории. А вот теперь тут не создается. Пам-пам-пам. Чему? А почему так? То есть все, он принимает его и, соответственно... Макросы топ, извинись. Все, извиняюсь, макросы топ. Все. Все, макросы топ. Это прям без вариантов. Макросы топ. Все, признаю, был неправ. Макросы топ. Все. Только не бей, только не бей. Только без двоечек давай, пожалуйста. Только без двоечек. Play state. Нет, не ясно. Spawn куб implementation. Stack. Owner name. Get main GC. Знаете, что есть вариант? Что он здесь где-то его не ловит. Давай проверим.
Шагово пройдемся. Сейчас посмотрим, где он там ошибку выдает. Оп. Нигде он ошибку не выдает. Замечательно. Вот здесь пройдешь. Ага. 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 То есть даже этот не вызывается. Спаун куб. Хорошо. А я знаю почему. Вы знаете почему? Я знаю уже почему. Я уже понял почему. А вы поняли почему? А я вам сейчас покажу почему. Потому что вот почему. Все, нихера оно не реплицируется автоматически, это параша. У нас-то есть он, да, здорово, но ему все равно нужно репликейт делать. Соответственно, вот эта фигня, метод у stats.as, нужно тоже это описать, получается так. GC. Так, но виртуалы, скорее всего, должны быть здесь повыше. Create. Main GC. Main GC. А еще там что было? Помимо просто... Там какая-то шпраша есть. Вот это вот фигня, да? Но тут есть маленький нюанс. Он тогда не воспримет этот самый piece-блок, вот этот, через uint 8.1, который с булом мы будем делать. Или не будем его делать? Ее property, скорее всего, не очень. Не-не-не, сделаем булом от греха. Дальше, так сказать. B из... так, начнем с этого. Закончим вот этим. Bool. Вот это вот убрать. Вот это вот uProperty. uProperty. Replicated. Include. Unreal Network. Net slash Unreal Network. Такая вот штучка-дрючка. Да. Все его элементы реплицируются, он всем отсылает, сразу все делает. Ничего не делает. Я тебя умоляю, ничего там не делается. Так, ну, начинает задрачивать. Хотя это что-то новенькое, подожди. Без replicate by default, needs initialization. During component content, то есть я не смогу continue нажать. В чем прикол этих ошибок, если я могу по continue нажать, все работает? Если это работает, не ошибка, это ворнинг. Ну, ворнинг, это... Короче. Пиу-пиу делает. Пиу-пиу делает. Все, есть контакт. Поняли? То есть он не передал информацию об изменениях. То есть он, так как у нас не стояла метка-пометка о том, что это replicated, то у нас и не, как бы, ничего не было. Вот. Соответственно, вот такая вот история замечательная, прекрасная и чудесная. Так, он делает пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу он делает. Это замечательно. Пока один поставим. Где забыл вставить в саб-класс какой-то блупринтовый? Где забыл вставить? О, ты мне таких вопросов не спрашивай, где забыл. Где-то забыл, да? А может быть, где-то и забыл, кстати, да. Надо посмотреть, где у нас эти саб-классы какие-то. Но тут нету. Тут вроде тоже нет. Это ж который, наверное, эта шляпа с этим. Ты мне таких вопросов, конечно, не накидывай, пожалуйста.
Тю, я-то помню где. Ну давай сейчас по всем пройдемся. Фиг с тобой, погнали. Погнали по всем пройдемся. Стат enemy нет. Стат этот. Есть и сабкласс, нет и сабкласс. Есть и сабкласс, нет и сабкласс. Есть и сабкласс. Есть и сабкласс. А тавермастер. Ну так там не пусто, мы его не меняли. То есть он бы башню не строил, если бы там было бы пусто. T-сабкласс, enemy характер, enemy DA. Он бы enemy тогда не спавнил, если бы там пусто было. Дальше идем. Ничего нету, ничего нету. Но он бы проджектайлы не спавнил в данном случае. Так что это тоже не то. Так, control, enemy eyes, нету. Характер, enemy характер. Нету, enemy stat, нету. Стат нами. Было бы странно. Нету. Класс temp enemy класс. Ну, это который отспавнивает. Подожди, если он там отспавнит, то что он там делает? Ну ладно. Классов нету. Класс тоже нету. Нету. Слушай, ну нету уже все. Сколько про этот самый. Через колбек можно узнать. Колбек. Это в момент запуска ты имеешь в виду? Там, где он вот это вот... ну, когда мы запускали, что он там, он... Или ты про что? Ну, я еще не про колбек, а типа тисап классов. Где ты его вообще нашел? Projectile класс. Тавермастер. Ну, это тот projectile, который летит. Ну, таких левых я бы не сказал, что где-то есть. Ну, допустим, ну давай через call stack делаем. Ну да, перед предупреждением. Смотри, какие классные у тебя. Так, F7. F5. Ну, давай call stack. Дело в том, что там, ну, я когда смотрел в прошлый раз, там было не совсем мое. Set replicated by reference. А где ты нашел, где ты увидел, что это сабкласс вообще виноват? Ну вот он на actor компонент ругается. Фу, подожди, call stack. Be should replicated. Set replicates true. Ну вот он на вот это что ли ругается? Вроде вслед увидел, во втором. А во втором, сейчас будем смотреть второе. Ну вот это вот на это ругается, потому что вот это вот be should replicate bool, be should replicate true. Типа стоит. Ему не нравится, что это типа на конструкторе стоит вызов или что. During component construction. Set is replicated by default. Все, схлопывай. Как еще раз? Set is replicated by defaults. Default. Типа ему, короче, метод другой подавай. Видишь ли? Такой вот метод ему давай. И, типа предпочтительнее, короче, юзать этот метод на конструкте, а не этот. О как. О как. Так, второй теперь смотрим. Сейчас все починим. Failed to load class for primary asset этот самый. Вот где здесь цепануться? Глаз мог, что это этот самый класс. Сабкласс, класс, класс, сабкласс. Так, base класс, base класс. Asset manager, line такой-то, asset manager. Закройся. Стражишь. Initialize. Unreal Engine вообще дать CPP. Editor Engine. Init Engine. Ну, слушай, ну тут как бы вообще... Ну все, закончился. Дальше нету.
Fail to load class for primary asset type. Сютлайны какие-то бешеные. Во-первых. А во-вторых, это все не мое. Надо сейчас по всем этим, по всем блюпринтам пройтись, посмотреть, что там по нас создавал. Потому что, скорее всего, там есть какой-то этот, который Gains с ним связано. По-любому. Компонент, билдер. Билдер. В прайм-ассетах есть что-то подобное. Может даже в блупринтовых. Primary data asset. Ты имеешь в виду этот? Сейчас посмотрим. Куб класс. Это не то. Вот может быть, кстати, сейчас в этом быть. Data asset. Нет. Что у тебя? Вот тут вот может быть что-то. Enemy Master. Ну вот все, у него только Enemy Master, и он тянет его дальше. То есть вот сюда, вот в этого Enemy Master тянет класс. Больше ничего нету. Докова и докова. Enemy ловелес. Пайрес. Кемп. В кемпе тоже ничего такого. Все. Без понятия вообще. Я не знаю, логи, может, кусочек логов отослать этому ГПТ. Давай схлопнем. Сейчас сделаем F7, F5. Запуск лога. В поисковик и просто да не работает. Так, а что толку от того, что я тебе впишу DA? Там их немного. Или ты хочешь, чтобы я каждый проверил? А с чего ты взял, что там DA виноват-то? А, потому что primary asset. Я понял. Давай вот так вот сделаем. О, подожди, тут что-то есть. Engine. А, это плагины какие-то. Не, это явно не то. А ну, ГПТ, давай. Давай, напряги свои все супер связи, все супер свои эти мощности. F-player info data в mainpan is not initialized property. Object property. F-player info data. Структура нужна. Так, а ну-ка, схлопывайся. Структурка наша нужна. Подожди, где структура? Мы только что ее тискали. Player data info. А кто? Mainpound. Mainpound. В смысле, не инициализировано. В смысле? Is not properly. Что значит properly? Ругается, что твои property внутри структуры не имеет валидного дефолта. А раньше тебе типа было норм. Так, скрипт, game feature, primary. А вот primary asset. Все, то просто ворнинги обычные, то, что им не нравится. Этот сам. Ну ладно, давайте структура, коли запишем. Хорошо, чтобы ему было лучше. 0 поинтер сделаем. Сделаем вот это. Не ругался. Хорошо. Чё? Да, я твою душу что? Все, что там ему плохо не было. Если у тебя включена Game Feature. Только нет для указателей. Только для указателей? А что ему этот не нравится? Да какая разница, пусть будет. Это стандартный варнинг, если у тебя... Это по поводу load setting. Если у тебя система Game Feature, но нет ассета Game Feature Data. Он нужен, если ты используешь модульную систему плагин Game Feature. Если ты не используешь Game Feature, то можно игнорировать. Будет только warning или включить Game Feature плагин Edit плагин Build in Game Feature. Отладчик падает Insurance.
Это не краш, а внутри Unreal он ставит брейкпоинт, чтобы обратил внимание в релиз, шиппинг, но не остановит игру, только лог выведет. Реши, нужен ли тебе геймфичер. Если нет, отключи плагин. Что за геймфичер? Camel Case Inquisitor. Тебе вот как раз таки вместо этого смайлика подойдет этот восклицательный знак ИУ. ЕВ, короче. Команда. Мощная такая команда. Так, лодинг, лагин, бридж какой-то. Ну, это там пишет, а здесь опять primary asset. Brother, what's that? What's that, brother? Это вообще такая классная штука. Так, давай еще раз я назову это самое. Вот это сообщение файловка относится к твоему коду, к плагину. Не относится к твоему коду, а к плагину Game Feature в Unreal 5.6. Что происходит? Ее при старте проверяет primary asset type, asset manager для типа Game Feature Data. Он ожидает базовый класс скрипт Game Feature Data. Если плагин включен, но ассетов такого типа нет, и пишет warning. Делает insurance. Game Feature Data. Это что такое? Что это такое? Сейчас будем разбираться. Edit plugins build in. Отключи плагин Game Feature. Создай пустой asset Game Feature Data. Miscellaneous Data Asset. В списке классов найди Game Feature Data. Что за плагин? Плагинс Game и Турия. Нет, подожди, как? Game Feature, смотри, такого нету. А с газ таких проблем не было. Молодец. Ну, это потому что мы вот как раз-таки газ что-то там понаставил, говна всякого, и мы его отключили теперь, и все, оно всплыло. Все. Ну, датасы-то виноваты, да, датасы-то виноваты, ну давай все датасы-то сейчас пересмотрим. Datassets. Все, датассеты, все, больше до других датассетов нету. Fire Projectile, смотрим, что с тобой не так. Ну, это его Projectile класс, это его этот самый у Тавера, вот он Тавер. Enemy Test. Ну, Enemy это его Enemy класс, как бы. Остальное тоже ничего такого. Speed. Наставит себе разных плагинов, потом 25 ворнингов. Ну, вот Gas это тот самый плагин, да, который не надо поставить. Так, primary asset для типа. И чё, я могу его просто снести, конечно. Просто, типа, сносить все и поставить новые, сделать. Или знаете, как мы можем сделать? А вот этот товарищ случайно не будет ругаться? Может, из-за этого? Правда, это, ну, это data table. Немножко не то, не к тому. Ну, ладно. А ну-ка, а если я сделаю вот такую вот фишечку? И все. И чё? Я не знаю, должно это вообще чем-то поможет, нет. Так. Давай еще сейчас посмотрим. Сейчас он опять выдаст ошибку. Я ее скопирую. Отправлю этому и скажу, что у меня нет такого плагина.
Что красное было. Ты задрачиваешь, что ли? Да, что уточнить, GameFish это не плагин, который можно включить и выключить в списке, а модуль, встроенный прямо в движок. Engine. И не видишь, когда движок стартует, Asset Manager грузит сборка движка. Не собралась часть Game Feature. У тебя Custom Build UA, где модуль Game Feature отключен. Забери движок. Не хочу пересобирать движок. Primary Engine, Primary Game Feature. Же может просто пересобрать вот эти вот всякие. Или он сам его не создаст. Все. Хорошо, погнали в этот. Спросим у этого, у Геминая. Думает. Думает. Надо, наверное, сейчас заканчивать. Ну, сейчас попробуем решить эту фигню. И все. Эта ошибка означает, что в вашем проекте отключен плагин Game Feature. Система пытается найти и загрузить ассет типа Game Feature Data, но не может этого сделать, потому что сам C++ класс, описывающий этот тип, не был загружен. Полазит в калстаке. Да, в калстаке я ж вот лазил, там же нету ничего, там все анриловское, там моего ничего нет, что вызывает, и что я пойму. Как это исправить? Вам нужно просто включить соответствующий плагин. Откройте ваш проект Unreal Engine, перейдите в меню Edit Plugins, настройки поиска, введите Game Features. Все, этот говорит включить надо. ГПТ говорит отключить надо. Gemini говорит включить надо. Ну, с учетом, что он у меня выключен, как бы прав, наверное, Gemini. А я мог случайно, пока вот этот геймплей так шлепнуть его вместе с ним? Потому что он-то тоже гейм. Гейм вот это вот всякое. Что делать? Подожди. Геймфе. Game Feature. Вот это тут. Gameplay. Gameplay. Game Feature Actions. Вот это вот я, походу, херанул, и оно херануло вместе с этим. Создай отдельный проект. Я, кажется, понял. В одном будет включено, а в другом выключено. И проверяй, да? Я, кажется, понимаю, в чем прикол. Когда мы запустили вот этот товарищ взял и отключил... Не надо, фу, ты что, гонишь, выключи его. Отключи его! Он, скорее всего, отключил вот эту вот фигню, поняли? Он, скорее всего, отключил, потому что они вместе не могут работать. Может быть, я не знаю, это я просто предполагаю. Короче, я все проблемы вешаю сейчас на GS. И как бы, а когда мы отключили, обратно это падла нам не включила его. Но это не точно. Мы сейчас перезапустим его. Сейчас перезапустим и посмотрим. Потому что если это так, минус 5 очков Гесу. Все. Он и так уже все в минусах. Но будет еще больше. Так, романная дробь. Он запустился. Ха-ха-ха. Он запустился. Запустился. То есть я делаю ставку на то, что когда мы включили вот эту парашу с Гесом,
Вот этот дополнительный какой-то плагин. Геймплей. На всяк генерацию сделай, добивочную. Да, сейчас сделаю. То есть Game Features, вот этот вот Gameplay Ability Game Features Action, он походу взял и снес вот это вот, а обратно не включил. Да, генерацию, это типа, ну, Generate Project Files, вот эту штуку. Давай. Generate Visual Studio Project Files. А чё, все как бы, ну, сделал, окей. Еще бы эту фигню починить бы, вот эту вот, которая левые там ошибки, вот эти вот с SDK-ми всякими, автоматионы и прочее, параша. Вообще был бы кайф, вообще кайф. И вот эти вот смайлики еще убрать, вот эти вот смайлики, которые рисуются тут. О, ну, смайлики, я-то знаю, в чем проблема. Это отключить прогу, но если отключить прогу, то будет беда. Будет беда. Без команд останетесь. Нельзя чат оставлять без команд. Чат без команд оставлять нельзя. Чат должен развлекаться. Все работает, все есть. То есть у нас есть спаун, у нас есть это. Мы наконец-то понимаем, что они там передают друг другу. Пиу-пиу-пиу-пиу, смотри. И этот как бы видит все, и как бы есть все, есть. Сейчас бы еще хп им назначить. Но это мы уже потом в следующий раз будем делать. То есть мы дадим этим хп, чтобы они их применяли, свои методы нанесения урона, наконец-то учитывания этих напишем. Вообще будет такой кайф. Ух! Какая красота. Прям воодушевился. Теперь я чувствую, что это мой проект, а не гесовский какой-то. Фу, короче. Гес ваш? Подожди, стой. Верни меня сюда. Так вот, бля, тоже поставь башенки. Я, кстати, вот что думаю, может как-то сделать чуть поближе его. Ну, короче, наверное, надо добавить. И добавим этот, чтобы приближение работало, поняли? А как автополоски ставил? Может, из-за них 25 ворнингов. Автополоски я не ставил. Автополоски это... Автополосок как таковых их не существует. И эти ворнинги только в этом проекте, понимаешь, в чем прикол? После того, как я снес VS... Ну, короче, папочку вот эту. Точка VS. Полосочки ставились вот таким вот образом. Раз, два. Все. А потом они всего лишь дублируются и понеслась. А в момент создания класса они же там в этом меняются, как его... В этом... Скажи, пожалуйста. В текстовом документе, там же текстовый док есть. И ты в нем ставишь, как у тебя шаблон этот выглядит, создание классов. Это было очень давно, еще до этих проблем, до смайликов, до этого. Так что работало. Фу. Там какая-то фигня была. Сейчас я, может, у ГПТ найду. Я у него спрашивал по этому поводу. А ты можешь в Дискорд скинуть тему? Я сейчас час искал, не нашел именно ее. Вот, я же говорил о том, что я тоже ее фиг нашел, когда потом искал. Да, я скину. Ой, подожди, это я не то смотрел. Куда нифига. Нифига, я тут улетел уже далеко. Если так, это не то. Сивы. О, вот этот он.
Что мне говорит? Открой Configuration Manager. Build. Открой Visual Studio. В своем числе лежит рядом ее программа. Верни меню. Build Configuration Manager. Build Configuration Manager. Все. Я не вижу. Либо его нету. И вы видите Configuration Manager? Или это надо, чтобы этот был закрыт? Ладно, нам это уже не важно. Не хочет, когда этот открыт. Build. Да, не хочет, когда этот открыт. Вот. И вот тут вот я проклацал галочки у некоторых чувачков. Это вот это. Вот это прикол сейчас, если... Не, подожди, тут еще у одних я галочки проклацывал. А что это за галочка на Unreal Engine? Я на Unreal Engine не клацал. Я клацал на Automation Tool, Gauntlet и Localization. Вот как раз таки я на вот этом убирал его. Он мне не писал эту всю фигню. Или это я в девелопменте делал? Нет, не в девелопменте. Или это после того, как я удалил еще раз. Я же его еще раз удалял, и оно все слетело, да? А, прикольно. А что я сейчас галочку поставил? Что это будет? Build with... что? Build tool. Что-то мне не нравится эта галочка. Короче, если отсюда их убрать, то он не будет писать в проблемных. Мне вот этих вот Automation Tool, Gauntlet убрать и еще что-то там. Ну, там 3 таких этих выдает. Но что-то как-то... Тем более оно development стоит. Не debug. Вот этот debug. Короче, я ничего не понял. Ну, короче. Такая вот фигня. А точно нужно. UBT? Что за UBT? Configuration UBT. Что за UBT? SDB есть. SBD. А что за UBD? Или UEFI ты имел в виду? Вот этот. Что значит точно нужно? Unreal Build Tool. Так Unreal Build тут стоит. Галочка. Галочка не стоит, только UEFI. Да. Ну ладно, короче, я хз. Главное сейчас тему не забыть скинуть человеку в Discord. Я не знаю, ее в предложение там, наверное, скину. Или предложение, как туда называется. Туда закину ее. Или, я, наверное, может, Google Диск. Что скажете, если Google Диск и туда закинуть, и ссылку дать, и ссылку потом оставить под этим, под описанием. Чтобы сразу. Наверное, так лучше, да, будет сделать. Да, я, наверное, ссылочкой сделаю сейчас. Закину на Google Диск и ссылочкой. Что потом, ну, если спрашивают, там ссылка в описании, все дела. Короче, я хз, что вот это вот, но он ошибки выдает, и мне это не нравится. Потому что я из-за этого F8 не могу по-человечески использовать, потому что он сразу на эту парашу бросает меня. И это мне не нравится. Ладно, что ж, на этом все. Избавились. Мы свободны ото всех оков теперь. Мы такое будем делать, прям я не могу. Это красота будет. Ладно, что ж, на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не только. Ссылка в описании. И всем пока. Всем пока, я домой.